пиздос какой-то. Так, да, Тимур, не знаю, интернет тупорылый. Тупорылый интернет, я другого провайдера подключил. Сука, блять, ебаные бомжи, за что я плачу бабки, я не знаю. Бля, уже раздражает эта параша. Сука, каждый, блять, вечер, блять, одно и то же происходит. Сука, завтра позвоню, блять, с утра, так обхуесосю, блять. Это просто пиздец какой-то. У меня, блядь, слов нету. Каждый вечер, сука, обрывания какие-то идут, блядь, зависания. Не знаю, пока другой подключил провайдер, сейчас посмотрим. Может, это так бесит, я не знаю. Вот и всегда вечером, вы заметили? Всегда вечером начинает, сука, лагать интернет. Вообще, Тимур, можешь бояться на улицу выходить и все остальное. Да, Аркеринет. Конченый тупорылый интернет. Киллер Твикс, а не Сникерс. А что там в Твиксе? Твикс вроде мягкая шоколадка, нет? О! Ё-моё. Почему Тимур боится Сникерс-то? Так, бота прикрепить заново. Ай, блин. Долбаный интернет. Я подключаю, он не подключается, и все. Пишет, невозможно подключиться. Классно. Ну, что, классный интернет, да?
Почему бы и нет? Церковная машина считается? Не знаю. Ну ты ёбнутый, да? Ну давай. Пацан пришел рыбку половить. Ну давай, давай. Нарезы заканчиваются уже, да? Ну, дебил. Ни себе, ни другим. Ну, боже, какие тупые люди. Ну, я ему мешал. Вот скажите, я ему мешал. Я просто ушел в сторону. Нет. Челу надо популькать в меня обязательно. Чувак прилетел выполнять испытания и отсосал. Понимаете, да? Ой, боже, блядь. Ой, боже. Здесь вообще реально, типа, повыполнять какие-то испытания? Или здесь вообще все недоразвитые? Типа, они приходят пострелять в потасовку или что? Я лично думал, сюда люди приходят, типа, там, блять, задачки повыполнять. Но здесь, походу, деграданты играют, я понял. Да. О, бинтопушка. Блин. Классно, грузовик в упоре, да? Заспавнился. Не попав. Там херну... Да им хер нужны, а не пострелять. Так а в паблик что они могут пойти пострелять? Не понимаю. Ебать, боты у чела убить не могут толпой. Да, паблик, наверное, из-за существ. Да все ж киберспортсмены в арену могут играть. Ты откуда пулькаешь? Животина.
Так, пацаны, кого похилить? Еее, 174. Еее, 174 левел, имба. Можно покататься до лодки. Километраж нагонять, да? Интересно, сколько надо проехать? Сколько надо проехать вокруг администрации, чтобы засчитало? 20 тысяч. Какая кирка? Имба кирка, я хотел в 10-м сезоне купить. Какая кирка? Она же сегодня вышла. Полиция контента, остановитесь, пожалуйста, вы нарушили правила администрации. Крыса! Так нечестно. Крыса-пес. Сидит она там. Ай, крысы. Радужная долбилка. Чё? Вот чел крыса где-то сидит, стреляет, так нечестно. Да ты заебал. Да поставься. Чё за лаги? Их там двое. Они чё, педики? Чё они вдвоем в коробке сидят? Боже. Я, конечно, не против их отношений. Ну, хоть бы табличку поставили, типа, занято. А то, ну, такое, непонятно вообще. Пацаны, кого похилить? Крыса, так не договаривались. А чё они вдвоем сидят там? Вот ты дуралей, где ты взял этот миниган? Где ты его взял, дурень? Бля, не успел.
О, этого. Ты опять ты? Ты дурачок? Ты шо, дурачок? Что такое эксплойт? Что-то у меня опять фризит тупой итог, либо инет. Вот этого не знаю я. Что у тебя тупит? Ой, пацан, ты куда бежал? О, 50 косарей. А, у меня закончились батуты. А где патроны брать, пацаны? Да я свой дурень, чё ты меня стреляешь? Пацаны, где патроны брать? Скажите, плиз. Чё, стрим тухнулся, не могу перемотать? Потому что это новый стрим. Саня играл сегодня творку с пацанами, Андрюша меня в боксе нокнул, я сижу по кнопке херачу и думаю, что оно не стреляет. В смысле, как так можно, Аркель? Ты чё, рофлишь? Артур так и не пришел, да? Пипец крыса, конечно. Андрюша слишком быстрый. А ты что, не заметил, что ты валялся или что? Не понял, что выдало по Яндексу, ну ладно. Да просто персонаж близко был, я думал, что я живой еще. А, ты думал, что ты это... Андрюша, это ты, да, бегал? Чешо. Так, сколько там осталось времени у нас? 52 минуты, да, окей. Я проверил, мало ли. Андрюша скорострел, да, не говори. Так, что еще осталось пройти? Бля, я хочу этот стиль получить. Сколько мне надо? Сколько надо выполнить испытаний на стиль? Где он дается? Здесь? Да. О, мне еще одно выполнить, да, получается? Кайф. Мне еще что-то надо одно выполнить, ребят. Сейчас. Так, я хочу взять еще, я хотел взять доктора. Хватит уже на этой телке поигрывать. Так, доктор. Доктор Айболит, где ты? Вот ты. Можно поиграть на дефолте и во время катки менять. У него есть рюкзак или нету? Да боже. Нет? Как он, этот пак, называется-то? Двойственность, ага. Хочу бы, я просто не помню. А, вот, не, ну помойка у него рюкзак, поэтому брать не будем однозначно. Под него кирку какую-то, блин. Но мне его кирки не понравились, не зашли абсолютно. Здорово, Максим. Да, скорострел, сижу каждые 2 секунды, чихаю. Кстати, Бенджи вроде кинул жалобу на Аква за стрим снайп. Не знаю. Вообще пофигу. За испытания кошмары думаешь взять? Как она называется? За кошмары. Какой она редкости вообще? Ага, вот она. Измельчитель специй. Тыквенные бойцы, понял. Flow.
the crow, the no, the row, the bro, the so, the grow, the low, the bow, the yo, the foe, the go, the flow, the crow, the no, the row, the bro, the so, the grow, the low, the bow, the yo, the foe, the go, the flow, the crow, the no. Егорка, я не дарю ничего залетным челом. Залетчикам, летчикам ничего не даю. Так, получается мне проще всего быстрее 3 сундука обыскать еще в пригороде. Окей, погнали. Жди, сегодня будет розыгрыш скина доктора. А вдруг тебе повезет, я не знаю. Потому что Максим писать не умеет, поэтому написал с ошибкой. Здорово, Артем. Съем. Пидаса съели нахуй. Блин, там чипы быстрее прилетят на сундуки. И выиграет мистер или Артур. Да, и будет говорить, что я тут сидел все время, вы чё? Я же тут сидел, вы чё, пацаны? Сань, в группе ВК мемы постить будут по твоей теме или чисто информативные посты? По какой по моей теме? Да кому нужны эти мемы? Тебе? Или 12-летним пацанам? Чешо. Мне, допустим, эти мемы нахер не нужны. Все, изи. А тут вообще помпы бывают синие или нет? Наверное, лучше с Фомаса убить, да? Если он будет из себя обыскивать, можно с Фомаса влупить ему. Тупо засада. Санька, да розыгрыш. КТТС. Не торчит она. А ты думаешь, торчит? Серьезно? Ее видно, думаешь? Тогда это палево. Чё, никому не надо сундуки? Как только, так и сразу.
Помпа в потасовке редкое явление, да? Ага. Что-то я в прошлой катке, блять, у всех была помпа, кроме меня. Да блин, никто за сундуками не придет. Ну ё-моё. Ого, там 4 дропа в одной точке, понимаю. А за такие, пацаны, за такие сообщения мутайте, блядь. Разрешаю спокойно мутать за дичь в чате. Вы типа не знаете? За бредятину в чате мутайте, пусть идут отдыхают. Что за розыгрыш? Твоего очка, Тимур, розыгрыш. Сидеть на стриме нужно, чтобы слышать, о чем разговор вообще. Если ты, блядь, лазишь где-то, это твои проблемы. Я 50 раз повторять не собираюсь. Ну, блин, ну никто не хочет за сундуками. Ну, блин, я такую классную засаду здесь устроил. В потасовочке пришел, никого не трогаю. Сижу в засаде. Блин, ну ё-моё. В банку, кстати, надо запить. Это, пацаны, спонсоры, типа постоянные зрители, и приходят, говорят, а что за розыгрыш? Понятно, Тимур, как ты сидишь на стриме. Я это буду учитывать. Эх, никто не пришел. Ну, как хотите. Так, а где мне помпу взять, пацаны? Ну, что-то с палки мне не особо хочется стрелять. Такое вообще понятие, как помпа, есть? Она вообще есть, по сути, в этой игре? Да, да. Ну, это такой закон под... Да, в принципе, в потасовке тут похеру на этот армор. Не, ну, конечно, пушки у меня имбовые, так. Чё? С конфетти вместо пуль. О, вспомнил стрим, как начался 14 сезон, и все-таки... О, палка, о, импульсы, о, батуты. Так, мы ж думали, что палка нормальная будет, а ты же видишь, как ее нерфанули палку-то. Да боже, ну дайте. Дайте, пожалуйста, помпу.
А где тут сундуки? Я что-то не понял. Один. Внизу? Сенсей, еще раз напишешь на английский и получишь первый матч. Да боже, их тут двое. Да, говоришь, помпа редкое явление. Угу. У каждого дебила тут помпа. Но только не у тебя. У тебя всегда будет палка. Ну боже, ну невозможно переиграть чела. Почему? По качану. Потому что здесь русскоязычный стрим, а не англоязычный. Или до этого тяжело допереть. Что такое, если на английском пишут? Фридой, ты глухой? Еще раз для тебя персонально. Здесь русскоязычный стрим, а не англоязычный. Идите на англоязычный и пишите там на английском. Я надеюсь, до вашего мозга я донес эту информацию. Буду надеяться, что она все-таки донеслась. Сань, золотой дроп, может помпу? Да, где ж дроп? Нету ни одного дропа уже. Тут такие все быстрые, лутают очень моментально. Я практически сразу ответил, чтобы не писали на английском. Да. Поешь рыбку. Давай. Беспалевно сел похавать. Извиняюсь, что вам испортил аппетит. Трапезу, так сказать.
Блин, ну я не знаю. Нету помпы нигде. Где ее найти, даже не знаю, пацаны. Что-то как-то печально. Пострелял, проверяй, блин. Откуда он меня снял? Ага. А. Вже вмер. Тут вроде кто-то был в кусте, не? Стрелял, или мне тогда показалось? Да. Ой, боже, бред. А что дают мармеладки? А что дают мармеладки, пацаны? Или риски, что это? Просто хп ухилят? Без прыгучек, без ничего, без перчика. Тю. А я-то думал. Бомжара, где ты там со своей снайперкой сидишь? Это этот беспалевный? Где они так... Они же летают? Не могут высоко летать? Я думал, я выжил. Да мармеладки я знаю, что этот они синьку хилят. О, все, получил стиль. Хорош. Прикольный стиль, кстати. Не знаю, как вам. Но она более-менее прикольная. Так, и получил на Тони Старка, да? Остался, получается, золотой на Росомаху, да? И все. Не туда зашел. Да, остался на Росомаху, и потом уже идут эти, да, голографические. Ну, в принципе, я думаю, успею добить. Еще у нас целый месяц сезона. Жопу видно у Мистик в этом стиле, это главное, да. Санты-варвар, конечно, взял там в середине катки и не дал человеку рыбку поесть. Это мои проблемы. Мои рифмы покалечили твои мозги за день. Ты так интенсивно кончила, я тебе тык вставил. Ты без сказки не выходишь, потому что сын маме. Привет. Это по-братски на дошик. Спасибо за обзоры на магаз. Чурсилить, чурсилить, чурсилить. Спасибо, Санчик, за 10. Спасибо, что комиссию покрыл. Боже, Никитосик, Галаграй и Чискае.
Как ты написал, Никита? Гала. Я отойду похвать. Почему это сообщение идет на модерацию, не понимаю. Галаграическое. Боже. Это я у вируса увидел. Это вирус так написал или что? А, галаграическое. Боже. Пипец. Вирус, я не знаю. Ты, конечно... Как ты так делаешь, я не знаю. Искатели приключений, сиди, хватит спамить. Хватит спамить. Почему я тебе должен что-то дарить? Приведи мне пример. Какое-нибудь убеждение. Почему я должен конкретно тебе что-то подарить? Вот если ты меня убедишь, я тебе подарю. А если не убедишь, то, ну, могу нахуй послать, извиняюсь. Ну, блин, нафига вы его замутали? Вирус Рахматей, да не говори. Вот чел, да, приходит и спал, подари мне что-то. Почему я должен конкретно ему дарить? Почему я не должен подарить вирусу, ордеру, визу, Андрюше, Дубичу там, да? Пацанам, которые, допустим, сидят по КД на каждом стриме. Андрюша, ну блин, ну... Понимаешь, не все не могут полноценно развиваться. Есть люди немножко недоразвитые, понимаешь? Ну, не понимает он трохи. Мать, когда его носила, понимаешь, поэтому... Так, а что у меня тут за часик АВК? Понимаешь, когда мама ходила, его поела с бутылочки, иногда случайно задевала головку по об двери там, об ступеньки. Ну и тут, понимаешь, зародилась болезнь ДЦПхи. Ну, не надо их так... Надо дать им время растормозиться. До начала и до конца, да. Когда розыгрыш, Сань? Когда? Когда розыгрыш? Завтра. Артём, завтра приходи в 5 утра вечера. В 5 утра вечера заходи и обязательно будет розыгрыш. В 5 утра вечера после обеда. Да, в 5 утра вечера после обеда залетай, я тебя жду. Пипец, пацаны, я ответил. Как только, так и сразу. Когда О, ей еще кирки дали, да, типа? Все, теперь я все открыл? Или еще будут тоже голографические? Кирка. А это только у мистики или у всех они открываются, эти кирки, ребят? А то я что-то не шарю. Бля, ну только в одном... А, блин, а что нельзя менять? Так... А что, и нельзя такие стили, да, ставить? Только такой обычный, типа. И все, да. Печаль. Ой, боже. Ну какой он... Вот согласитесь, еще серый. Серый вроде ничего так. Ну не знаю, типа. Обычный. Ну боже, золотой. Ну он какой-то вообще помойный. Не? Вам не кажется, что вот золотой, ну прям вообще кончитный, пипец? Такое себе что-то, не знаю. Говорил, что не докапываетесь до грамотеев. В смысле не докапываемся? Ну и так писать, это ж просто капец. Подаришь что-нибудь. Что? Покажи его в виде брони. Кого?
Очко Артура. Причем тут вообще Артур? Не понимаю. И то я так не пишу. Да не, ну когда пишу, там ладно, окей, ошибка. Но такие слова, и таких слов даже не слышал. Мне просто интересно. Так. Хотел посмотреть на Тора. Тоже помойный стиль. Не, ну Росомаха это вообще самый уродский скин. За всю историю пипец просто. Ну тут вообще просто. Вот это стиль. Просто жесть. Так, Дум. Что по Думу? Галимый. 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 Да. Дум такое себе тоже. Так, Дженнифер. Дженнифер, кстати, по-моему, да. Ну, золотой стиль более-менее прикольный, да? Ну, пойдет. Ну, из всех, я имею в виду, скинов, типа, за этот Battle Pass, на ней больше всего смотрится золотой. Ну, Грут это вообще просто... Да. Грут еще та помоечка. Росомаха самый ущербный скин. В бою это просто кибер. Дженнифер вообще самый крутой скин. Ну, Дженнифер, да. Дженнифер, наверное, лучший, наверное, да? Скин из Battle Pass. Ну, мне еще этот нравится. Шторм. Я не знаю, как на ней смотрится. Ну, такое. Ну, такой среднячок. Серый еще ничего. Но золотой вообще как-то фиговый. Золотой унылый какой-то вот. Только вот к Дженнифер хорошо подходит, остальное такое себе, такое себе. Так, кто у нас? Мы всех посмотрели? Это у нас 4-й сезон. 4-й. Кто тут входит у нас? Грут. Так. Ну все, посмотрели, да. Боже, у меня так башка болит, я не знаю, что ж такое. Мне нравится СБП Дженнифер, Мистик, Шторм, Грут. Ой, посидим. Не хочу играть, пацаны. Башка болит. Посидим, почилим. Тут осталось 20 минут до этого. Не, я хочу посмотреть ФНКС. По-любому. Я сейчас буду смотреть. Через 20 минут. Интересно, очень финал. Там встретиться. Это не то, что финал было среди... Типа, а сейчас будет финал финалов. Это я хочу очень посмотреть. Мне очень интересно. Там будут все скилловые игроки. Что будет там происходить. Какой будет лейт. Что будет... Мне очень интересно. Поэтому я буду терпеть, сидеть. И мне похеру. Я пока 3 испытания выполнить, по-быстрому попытаюсь. Сам таблеток я выпил, Дубич, перед стримом, но почему-то не помогает, не знаю. Это, видимо, просто голова болит не от того, что болит, а скорее всего это давление. Ну, я так думаю. Очень поменялась погода на улице, я всегда страдаю на эту фигню. Мне кажется, это... У меня давление, в общем. Завтра конец четверти. У нас уже каникулы, нормуль. Так. Сейчас я найду одного ботика. Сами лобби открыто? Без понятия. По-моему, нет. А шо? Не закрыто.
Что ты хотел, Никитос? Что розыгрыш? Я забыл, как он называется. На что розыгрыш? Вирус на твою девственность. Не, закрыто, Никита. Что ты хотел? Я сдал уже все контрольные за читер. Кстати, Саня, помнишь, я тебе говорил про контрольные по алгебре? Ну, так я по ней 20. А ты же говорил, что ничего не знаешь. Брехун. Говорил, Саня, я ни хера не знаю, как я буду сдавать. А говорит, написал на 20 из 20. Это как вообще? Просто чтобы не... Не благодари, это от души. Спасибо, Санчик, за 90. Так, пацаны, никто не хочет Санчика поддержать, не? А то что-то сидят все в крысу, да? Списал, видимо. Контрольную списал. Эх, Санчик, а я, по-моему, я тебя сегодня с друзей удалил. Я не помню. Но я сегодня чистил список друзей, пацаны. У кого не было приписки, всех поудалял. По-моему, Санчик был один из них. Так, я тут. Санчик, красава, поддерживаю. Да, еще и комиссию покрыл. Плюс 100, как говорится. Так. Так. Привет, смотрю тебя каждый день, подписанный, лайк поставил, подари скин в магазине. Вот Флара, как тебе там? Фларой, да? Вот сейчас будет розыгрыш, если тебе повезет, значит повезет. А если не повезет, то значит не повезет. Я просто так никому не дарю, пацаны. Я могу просто так подарить спонсору, который сидит больше года у меня на канале. Вот этим челам я могу подарить, они попросят, и я подарю вообще без проблем. Но... Где? О, крыса. Барсик, Систер и Фридой. Флапруф или слит. Поэтому, пацаны, просто так никому ничего не дарю. Вот сейчас будет розыгрыш. Сейчас я... захват экрана. Захват экрана. Пишите слово доктор в чат. Вот такое вот слово. Не надо только спамить, пацаны. Одного раза достаточно. Чтобы участвовать в розыгрыше. Выиграет Визарик либо Тимур. Мне без разницы, пацаны. Я всегда рад за любого игрока, который выиграет у меня. Вообще без разницы, кто это будет. Аркель, Санчик, Вирус, Виз, там, Андрюша. Я разыгрываю чисто от души для всех, а не для кого-то определенного человека. Давайте, ребята, у вас 15 человек, написала только 11. Так, ну я один вычитаем, значит 14. Еще 3 человека. Санчик не написал что-то. Так, 12. Фантомчик, ебать. По-моему, челы пошли уже с разных аккаунтов фигарить, мне кажется. Что-то мне подсказывает, что кто-то с 2 аккаунтов. Нечестно, ребят, не умеете честно. Так, давайте, короче, я сейчас в 46 минут я разыграю все. Кто не успел, тот опоздал.
Ждем, у вас есть еще время написать слово доктор в чат. 10 секунд, ребят. И я кручу. Так как сказать, победит удачливый. А кто не победит, пусть не расстраивается. Никитосик Кабаныч. Никитосик Кабаныч, тебе нужен этот скинчик, Никитос? Никитос, по-моему, вообще ни разу не выигрывал, да? Никита, ты первый раз выиграл вообще? Я не помню просто, чтобы Никита выигрывал. Или выигрывал, пацаны, кто помнит? Где Никита? Никита, ты тут? Да. Шо да? Тебе скин дарить? Напиши, забираю скин, пожалуйста, Никита. Чтобы я понимал. Выиграл вроде? Нужен, окей, хорошо, Никита, я тебе сейчас скину. Так, магазин предметов, доктор, купить в подарок. Никита, ищем тебя. Подожди, это ты, Никита? Напиши мне, пожалуйста, в чате, это твой ник? Потому что я не помню, как он отображается. Это я, да? Ага, понял. Потому что там же этот... У меня показывается Epic Games, ник, а у вас там другой ник. Все, Никита, забирай. Так, какой тебе... Синенький такой вот, да? Давай, кабанчик, держи. Все, ребят, Никита выиграл. Скинчик, поздравьте его. Кто не выиграл, ребят, не расстраивайтесь, обязательно. В следующий раз выйдет какой-нибудь скин, я обязательно разыграю его. Все, Никит, я отправил. Наслаждайся скинчиком. Ты в игре? Нет, не в игре. Вот, да? Да, ну да, это ты, вот. Был в сети 33 минуты назад. Ну окей, зайдешь, потом заберешь. Никита, ты вообще выигрывал? У меня уже что-то или нет? А на теку из обновы будет розыгрыш? Не знаю, Фридой. Пацаны, еще впереди розыгрыши, понимаете, нужно... Еще впереди будет 3 скина из Marvel. Это призрачный гонщик, человек-муравей. И еще какой-то скин будет. И я тоже хочу их разыграть. Я не хочу разыгрывать все в подряд. Вот вышли новые скины. 2. Вот я решил разыграть. Доктора там или другой бы какой-нибудь сам скин, который бы захотели, выбрали. Я не выигрывал. Во, Никитос, смотрите, сколько на... Никита, сколько ты на канале? Больше года, да? Стопудово больше года. А выиграл только первый раз. Поздравляю с почином, так сказать. Наконец-то пришла твоя удача. Никита уже почти 2 года, да? И выиграл первый раз только, да? Аркель, первый раз, прикинь. Аркель пришел, помню, за 2 недели 3 раза выиграл. Вот это фартовый, да? Пипец. Саня, я тебе кинул запрос дружбы. Так, подожди. Так, а что ж, блин, что ж ты мне кинул, Санчик? Тут же нету ни приписки, ничего. Что мне принимать? Вы же знаете, как я принимаю, ребята, в друзья. У тебя была приписка, ты ее удалил, и я тебя удалил. Я первый раз выиграл манту. А я первый раз выиграл манту, да? Ну, я не знаю. Вот это у Никиты удача, плюс 900 за 2 года 1 раз выиграть. Да, виз, прикинь. Первый раз за 2 года выиграл. Так я задонатил 100 рублей только что.
Привет, это по-братски на дошик. Спасибо за обзоры, магаз. Не благодари, это от души. И, блин, ладно, окей, хорошо. Я приму, окей. Я приму, так и быть. Я ебал. Пацаны, просто, блядь, читайте, пожалуйста, бота, пожалуйста, внимательно. Вы когда кидаете от души, это разная вещь, типа, и потом вы пишете мне, вот эти я кинул донат, прими в друзья. Во-первых, донат должен быть одним донатом 100 рублей, это раз. Во-вторых, ну, это типа, знаете, трохи туповато. Типа, вот приходит мне Андрюша и говорит, блин, Саня, я ж тебе там этот. Андрюша приходит или Виз? Саня, я тебе там донатил уже 3 года назад 100 рублей. Бля, добавь меня в друзья. Я думаю, вы поняли, о чем я. Друзья, без приписки, только спонсора или донат от 100 рублей. У тебя же была приписка, ты ее удалил, Санчик. Зачем ты ее удалял тогда? И опять собираешься добавить. Странно. Зачем удалять приписку, не пойму. Они удаляют, потом добавляют, потом опять. Типа я ж чекаю, я каждую неделю чекаю. Нету приписки, я удаляю. Потому что хитрожопые, знаешь, типа поставили приписку, убрали или другую какую-то поставили. О, бля, я сначала прочитал Cruel румит лох. Думаю, нормально Тимур себе ник сделал, а потом рассмотрел Xbox. Я проверяю каждую неделю и удаляю. Типа, зачем? Мне не нужны просто так в друзьях, пацаны. Я не, типа, блин. Мне вообще, по сути, друзья-то особо не нужны. У меня есть 5 человек, с которыми я могу играть, вот. И все. Я думаю, никого не обидел там. Тимур, блядь, смотри стрим. Ай, боже, Тимур, серьезно, пожалуйста. Хватит тормозить, я тебя нормально прошу, просто хватит тормозить. А я как был с одним ником, так и остался. А мне нужны друзья, но у меня их нету. Да блин, просто, ну, понимаешь, Дубич. Разный возраст, те типа мелкие, тебе хочется там друзей, общения, форточки. А мне типа... Типа как-то все равно, понимаешь? У меня есть пару человек, с которыми я играю постоянно там, да, вот, и мне хватает. Типа... Я не могу, я просто учебой занимаюсь. Так это не мои проблемы. Тогда не задавай вопросы тупые. У меня в друзьях все со стрима, вроде и 4 друга не со стрима. Написал бы, блин, пацаны, я тут уроками занимаюсь, что там, что да как. Сейчас, пацаны, уже будет скоро. Уже сейчас я пойду на YouTube, открою ютубчик сам. Уже, ребят, сейчас начнется турнир. Тут осталось 5 минут, ребят, давайте уже. Так, лайкосик поставим. Фортнайту. Хочу просто посмотреть, мне кажется, будет, ребят, очень сильная заруба прям. Прям, ну, жестко. 33 лучших тимы вышли. Только я не понимаю, почему там 4 дня идет он. Сейчас обычный какой-то финал Day 1 и финал Day 2. А потом будет финал, гранд-финал Day 1 и гранд-финал Day 2. Не понимаю, типа, что они там намутили. Как это будет происходить, я что-то ничего не понимаю. Мне кажется, знаете что? Мне кажется, я понял. Сейчас будет игра, мне кажется, между вот этот первый и второй день.
Мне кажется, будут играть вот эти вот челы, которые заняли 8-16 место, которые не прошли, типа, в этот, в главный гранд-финал. И с вот этих вот команд выйдет в гранд-финал остальные эти команды. Потому что за 3 недели вышло по 8 трио. Получается, это 24 трио. А должно быть 33 трио. И получается, 9 трио выйдет за вот эти вот дня. Как апнуть 8 дивизион? Да я откуда знаю, обычно. Сегодня гранд-финал? Нет, сегодня полу-гранд-финал. Зачем мне это писать, если многие считают, что у меня нет друзей, и я все сообщаю вам? Сейчас бы слушать мнение там Фридея или еще кого-то там, блядь. Аркеля или Виза или Андрюша, Тимур. Сейчас бы учитывать мнение других людей. Блин, не успею накопить на какой-то Хэллоуин скин. Сегодня же 28-е. Сегодня уже 29-е. Я, кстати, сегодня пошел золотую монету забирать. Нечаянно с рандомом в дуо зашел. В итоге это оказался русский чел, которому по голосу 7 лет. Мы прилетели, я открыл сундук, забрал помпу. И он начал на меня триггериться и говорит: ты что себе все забираешь, дебил? В итоге я одел микро, до него сватернулся грубым голосом, а потом он кинул пригу в друзья. Говорит, что у меня есть друзья и мне не нужен лут. Что у меня есть друзья? Чё? Так они давят, и мне не хочется много писать из-за этого. Кто давит? На яйца тебе давят, чё шо? О, уже в эфире. Давайте я уже запущу. Сейчас я выключу звук. Блин, Дубич, нафиг мне ваши анекдоты, серьезно. Вы сейчас какие-то плоские анекдоты расскажете, я уверен на 100%. У вас анекдоты сейчас из 2 строк. И шел слон, упал, пернул. Смеемся, пацаны. Ну а шо, а сейчас такие, они такие сейчас анекдоты пишут, Тимур. Первый анекдот, че шо? На психику давят кто? Фрида, Андрюша и т.д. Тё, игнорь. Просто игнорь. Не обращай внимания. И все будет нормуль, как по мне. Ты понимаешь, чем больше ты откликаешься, агришься, тем больше они будут от тобой ржать, рофлить, задрачивать. Что, я не знаю Андрюшу? Ему дай только повод. Вот сидит с тебя там ржет и, блядь, рофлит, гонит. А ты агришься, как свиноматка раньше. А вот сидит просто ржет, блядь, от этого и все. Лично не видел, чтобы тот же Андрюша на тебя психику давил. Тимур, всегда будь при своем мнении, если ты считаешь, что совет... Вон Аркель вообще жмотяра, бля. Вообще не человек. Зажал 18 гривен. Такой жлоб просто. Сань, сколько модерка? Шо сколько модерка? Всегда, когда я пишу в беседу что-то на ютубе, они пишут: нам не интересно, нам это не нужно. Ну ты типа в натуре иногда просто пишешь всякую хрень ненужную. Андрюша тоже пишет. Вон. Кому надо интересная информация. Я зашел, прочитал.
проигнорил. Ну а шо мне отвечать? Зачем мне его ненужная информация? Вот тебе ответили, Артем. Аркель, шо? Модерка 49 рублей стоит или шо? Я пишу, я пошел в турку, игра, тренироваться, а не зачем ты это пишешь? Ну а кому это надо? Что ты пошел в творку тренироваться, вот скажи. Кому это интересно? Просто, ну вот серьезно, Тимур, кому это надо? Ну вы сказали, что вам не надо, ничего я не писал и не обижаюсь ни на кого. Ну я написал спустя полчаса, бо я уже освободился и мне делать нехер было. Я написал, я посмотрел, но ничего не ответил. Я забирал баксы в ПВЕ, потом уже зашел и написал. Видимо, никого не надо. И все. Я Довин, модерка, а я подумал спонсорка. Типа, кому эта инфа важна? Вот если бы это я заходил бы, да, и писал бы в беседу. Так, пацаны, я поработал, освободился, я пошел хавать. Так, пацаны, сейчас пойду видосики писать. Так, пацаны, я записал первый видосик по монеткам. Второй видосик по монеткам. Третий, четвертый, пятый, шестой. Так, пацаны, я пойду кофе себе сделаю. Это просто бесполезные сообщения, которые никому не нужны. Ну, я прав, пацаны. Егор, типа, реально неполезная инфа, напиши ты это в какую-нибудь беседу, в которой ты общаешься, это было бы понятно. Но зачем это говорить тут? Это не должно быть интересно. Я ухожу, и когда прихожу что-то кому-то спросить, а после вы объясняете и не будете говорить, что ты не сидишь. Так ты не сказал, что ты учишь уроки, Тимур. Ты пришел, бросил какую-то дичь. И все. Ты даже слова не сказал, блин, ребята, я сейчас не могу особо сидеть на стриме, мне надо уроки поучить. Вот это нормальная была бы информация. Типа, это не какой-то там бесполезный спам. И типа, ты потом бы приходил, что-то спрашивал бы, тебе ответили бы. Нормально. Я, кстати, сейчас раздают бесплатную игру по охотникам. А я не знаю. Хорошо, Саня, буду поумнее поступать. Да ты уже это говоришь мне 15-й раз, Тимур. Окей, буду. Ты скоро будушкой станешь какой-то. Я не знаю. Ё-моё, 1 хп или что у него? А, не. Сань, ну ты варвар. Сказал про кофе, я захотел кофе, у меня лежит быстро заварной капучино на столе. А заварить его так лень. Что его там заварить? У меня вот кофе стоит на столе. Вот я пью. Пью кофе 2 часа. Уже. Полчашки выпил. Оно уже холодное, невкусное. Я не люблю холодный кофе. Люблю горячий кофе. Пацан хотел синий батут заюзать, а потом понял, что у него только ловушка огненная. Если нас отправят в школу, я не пойду, скажу маме, что дома буду сидеть, я могу идти заболевать. Сцикун, вот сцикун. Какую-то корону боитесь там. Блядь, Аркель, да пофиг, умрешь, возродишься каким-то котенком. Будешь же котенком. Будешь на улице лазить нормально, в мусорке хавать. Чем не жизнь, Зимба? А может быть в зоопарке каким-то крокодилом. Тебе будут какой-то... Что ты орешь, придурок?
Будешь крокодилом, тебе будет мясо приносить, будешь ничего не делать, спать и хавать. А может ты родишься киберспортсменом каким-то. В новой жизни будешь киберспортсмен, какой-то там, не знаю, китаец киберспортсмен. Или прикинь, ты родишься, у тебя будет деформация руки, у тебя будет 7 пальцев. Прикинь, как ты будешь форточку нагибать. У тебя будет 7 пальцев, нахуй, будешь, ну, тупо не знаю. Так вот сейчас объясняю, вот я пошел в творку учиться, просто отхожу. Как же я могу знать, что происходит на стриме, если информация про творку не полезна? Я просто хочу знать. Так ты в творке играл или ты уроки делал? Я что-то ничего не понял. А что мешает играть в творке, учиться и смотреть стрим, Тимур? Я не понимаю. Что тебе мешает? 7 пальцев имба? Уроки. Ну так а при чем тут творка и и стрим тогда? И творка. Зачем нам ситуация? Так, ладно, они что-то там базарят. The qualifiers, round 3, and now we find ourselves in heats. We've got 2 days of competition, 6 games today, another 6 tomorrow, and on your screen you can see it's only the top 8 trios that advance, but the 9th through 16th place trios, they're going into the wild card match. Shy, one last chance. One last chance and only one special rule, which is whoever wins this match gets to move forward and go to the grand finals. It's one game. Подождите, пацаны. Получается, в квалификации выходят топ-15, да? Топ-15 выходит. А сейчас будут эти все топ-15 между собой драться? Или что? Блять, я ничего не понимаю. Сука, я ничего не понимаю в ихнем этом отборе. Получается, только сейчас выйдут, кто-то выйдет. Ого, тут поинтов, ебо-моё. А, это суммируется, боже. And don't forget, every elimination is worth 1 point. Rates, we've seen the entire spectrum. We've seen players play super heavy on plays. We've seen players slay out. We've seen players fall in the middle. Balancing both. I think Heats is going to show us. Я говорю, зачем нам разные ситуации, если мы сейчас обсуждаем одну ситуацию? Maybe. But, you know, I feel like we've had 3 weeks of qualifiers, and we've watched EU, and we've watched NA East. We've seen people do it kind of all. You know, in Brazil, we've seen people pick up tons of victory royales, 11 out of 12, which is obviously Не знаю, я вот же играю. Я, допустим, играю и смотрю в чат. Ну, я не слышу свой стрим, потому что он мне не нужен его слушать, а так, типа... Я совмещаю две вещи без проблем. Да, бывает, где-то отвлекаешься, что-то там, где-то в файтах. Ё-моё, вот это призовые. 111 косарей за первое место, ё-моё. Это на троих или на каждому? Я что-то не понял. Это на троих или каждому? 111 на 3 делится, ребят. 90... Да, делится. По 37 тысяч на чела. По 37, правильно? Да. По 37, блядь. Ох, пиздец, 37 тысяч. Кто бы дал 37 тысяч? We have Jinx, Alec, and Worthy starting at 142 points. Yeah, and it goes kind of down all the way to 96. So you'll see right now between 1st and 5th place, there's a little bit of a gap, but it's a 2-day competition and these guys can easily catch up. And Jinx, Alec, Worthy, the guys at the top, names that you should know if you're in the OCE scene. Should be surprised at knowing that they're up on the top. They won up in qualifier 1 by a dominant fashion. Didn't do as good in 2 and 3, but here they're already dominating in their heats. Yep, all the way there at 10th place. We have Nubatoon, Cypher, and Keys.
These guys are Почти usually in that миллион top slot. гривен, We'll see how they bring пацаны. it back in day number 2, but for heat number 2 Я in делал на OCE, there's ноутбуке. another team that's in first place, Reese. Мамы с мамой я сзади сидел. Мамы. Я делал на ноутбуке мамы. Мамы с мамой, а сзади сидел папа. Я делал на ноутбуке мамы. Мамы с мамой. On this back page Блядь, too, we have, орнул. Jalen Parpy and Zore. These guys Пацан have никогда не one тупит. win as well for them. Basil Vortex and Jace Никогда also не have a win. These тупит. guys are going to be 6th and 8th place, but that is kind of the 2 pages of 2 heats of OCE. Now we're going to rotate on over to Asia. Reese, I did not mean to cut you off there. I'll let you finish out your point. I was just gonna say, over in Asia, our guys in first here are the guys who won up in week 3 already. So 2 victory rounds coming very, very strong for them. However, tied up at first place here. So you know, ну we've got a я little bit просто more не victory rounds, but less S and Я не с Pati той in интонацией, second place here. не с той So they've done a really good интонацией job being consistent прочитал. on their Сейчас, placements пацаны, through all открою 6 games кое-что. today. And that point gap is still there from 1st to 5th, from 6th all the way to 10th. It's kind of closer, but still almost. Я подумал, ты 30-point делал differential. мамы с Actually, a мамой. little bit even more between Q-Jack's trio and then Нормально Suyu всё, all Тимур. the way Ну, there всё равно in было number смешно. 10. We also have a win on this page in Всё 9th равно place было with Mr. смешно, and Тимур. his trio, 61 points overall, 20 elims. Q-Jack, Wild Out, and Nator, though, these guys lead the pack with 34 eliminations. At А 6th чё place. оно? Чё Yeah, moving over to такое? Heat 2, day 1. We have Боже, Lady, как понять, Yusia, что and сейчас Mia up in идет? first place right now. 2 victory rounds, 47 А это что eliminations, идет сейчас? same Это- as our Heat 2 from OCE as Нам well. вот это So надо these guys have смотреть. taken a huge lead, 39 points ahead of Блин, я second что-то right ни now. хрена In a не really понимаю. very, very strong place to qualify all Как the way всё to the grand запутано. finals already. Yeah, and point-wise, both heats kind of look very, very similar. The 6th to 10th place slots over here in heat number 2. Я прочитал по-другому. Я делал на ноутбуке, типа мамы, понял? Мамы с мамой. Типа как уроки с мамой, только мамы. В общем, забей, Тимур, ты не поймешь. IQ не Yeah, хватит. it's almost like one of these teams is kind of coming out that isn't as consistent overall and just, you know, playing very, very well. Шо in a single 1 match, ноября? getting that victory royale, and that's kind of putting them Блин, up into the Аркель, 6th to 10th ты что, не place видишь, slot. что лайв Obviously not really в able to эфире capitalize идет? that as well in the other games. Или нет? ФНКС финал Хэт 1. И тут, Хэт 2. Что это? И тут в прямом эфире идет. Лайв. Что 1 ноября? Yeah, they got 52 eliminations up in first place right now, which is the most from any of the teams that we've just seen across on this small. Ты видишь, что написано лайв? Extremely aggressive. Или не very, видишь? Very much so going for those eliminations the early, mid, and late game very efficiently. Это пишет с 29 по 1, блядь, тут везде оно пишет одинаково. Походу Аркель, блядь, с Тимуром переобщался. Still though for ME that was just heat 1. We have another whole heat. Remember 2 heats for these regions. The top 16 end up moving on, and in heat number 2 we have Hell on Steam, Fantumi, and then Fares. We know these guys, they're usually in that top 3, top 5, but this time in the heats they're number 1. Yeah, great performance coming out of them today already. You know, 23 points ahead of second place. And then, Ну, может и с вирусом, Тимурка, да. Мне кажется, это, подожди, типа, может повыходило много команд слишком и, типа, делится... Блин, чё тут Хэт 1, Хэт 2, Хэт 3, Хэт 4, что это такое? Я, блин, это или ошибка какая-то, или что это? Что переводится Хэт, пацаны? Что такое Хэт? Guys, there's so much happening. This is like my favorite time when we're in and close to grand finals because, you know, everything takes. Есть кто живой в чате, англичанин? Now, of course, we kind of have to turn our attention back to EU because that's what we're really focused on. Я только сдаю Хэт, это нога вроде. А Хэт, что такое Хэт? Ясно, в чат мертвый, блядь. Ладно, окей. So why don't we kind of take a look at some trios that we probably want to keep our eyes on as we're watching some of these heats. Absolutely. Let's focus on the top 4 for just heat number 1, which we will be watching today in EU, and it starts with Mongrel, Mitro, and Tayson. Everyone knows them. Ooh, what a nice shot from Mitro there. Everyone knows them. Пиздец, никто не знает, что такое Хэт. А что такое качество? 1080.
Такое чувство, что я 144 смотрю. Блин, чё он так плывет, картинка? Это та катка, когда фрибок? А, не. А, подожди, F1 это же не фримок, это Митро, да? Фримок какой-то юзер там. А, Хэт это голова, не нога, да? Ну перепутал, значит. Помню, что какой-то кусок тела, точно. Ну, Никита, мне простительно, я тормоз, я не знаю английского, поэтому... Was very unique too, just like this next trio we're going to be looking at with Nikov, Blaster, and Alpha. These guys always have a different way of winning games. Да, это Европа, да. And because of that, it puts them in that top 4 upper echelon of teams to watch in this heat. Европа. Европа. But these guys have had multiple top 15s within each of the qualifiers so far, so playing very, very well. Yeah, past that too, we have Vettel, iDrop, and Stir 6. I think one of the most consistent teams coming in overall into Europe. А нога, а как по-английски нога будет? They make end game from low ground, sometimes undetected. That was just 4 teams, though. We have a whole slew of 30 Просто интересно. Хэт это вроде что-то по типу забег, раунд, да? Я понял. Right. We'll be checking in with all those other heats as the kind of days progress. Лег? Шо лег? We'll go ahead and shift gears a little bit. We gotta talk. Нога это лег? Been doing this in the last 4 weeks of competition. You guys have selected which trios you think will come out on top at the end of the heats. So let's talk through this. Wow. Talk through this together. Reese, you were Да, ничего себе. tell us your prediction. А рука? We've just seen a little preview of them. Mongrel, Metro, and Лег? Again, these guys have been consistent. Лег это типа ласта? А рука типа рук? Хэнд? Пиздец, лег, блядь. Лег, хэнд, блядь. Даже боюсь представить, что будет, как будет этот. Тело, блядь, там, или пятка. Даже боюсь представить, как это называется. Лег, хэнд, блядь. Хэнд, блядь. Тело бади. Хэнд бади. Ясно. I'm not going to do that for Sundown and Sancho. Don't worry, guys. I got you covered. Sundown went with Flick, Anas, and Thomas HD. Reese, you did kind of mention that Thomas had that pop-off performance, being by himself. This trio has proven time and time and again. They have the mechanical prowess to make it to the end game, secure victory. Так, у нас остается катка или нет? They are so adaptable. And finally, we round out with Хочу уже посмотреть. Vettel, iDrop, and Stir 6. Another trio that we do want to be keeping our eyes upon. I mean, at this point, it's basically a волосы Хайер, по-моему, да? Anyone can compete, and now we're refining the pool of players to being that top 1%. And this pool is going to get even smaller. Ухо вообще хер пойми как. You're looking around, and it's like you can just pick any trio, just like, yeah, no, that trio's awesome. Oh, that trio's sick. Wait, I forgot about those guys. Like, there's Нос, наверное, шнобель. total potential, so much power. When we're talking about these places, these trios, these POIs that they're going to be contesting or uncontesting, right? There's a lot that we will be kind of breaking down over the next 4 days of Fortnite. So if you guys at home want to... Бенджи играет со своим трио? Серьезно? А с кем же он должен был играть, Аркер? Если они прошли финал этим трио, они не могут играть. Нос за это нос. Аркель, если они, блядь, прошли финал, они не могут поменять стак. Ну, ты вообще как? Аркель, завязывай с вирусом общаться. И с Тимуром тоже. Пацаны, по-моему, мы теряем Аркеля. Вроде был нормальный пацан. И все. Мы его теряем. Но они же не играли неделю. Так они, может быть, не прошли, нет, Аркель? Ты про это не думал? Что они не прошли? Сань, тебя там не лагает? Саша, не лагает там у тебя? Ну, потому что я сижу на интернете твоем тоже.
Потому что мой не работает. Что-то опять. Я что-то... Ты это сказал, у меня саппикс из-за Wi-Fi соединения выкинул. Блин, ну жди, не знаю. Это просто таймер не скорее всего. Я не Билдов всплыл. Но если они не играли арки, значит они не прошли. Это же логично. Могу тебя удивить, но иногда даже супер-пупер киберспортсмены могут не пройти. Прикинь. Так, все, каточка пошла. Странно, челы лутают один здесь, здесь и здесь. Пипец, как это лутать так можно втроем? Посмотрите. Это просто жестко. Я не знаю, это какие-то кибербули. Такой разброс между ними. Ну, они первую и вторую неделю прошли, они в третьей неделе не играли. Но они вышли в финал. Этот комментатор лагает или мне кажется? Three previous FNCS winners, one DreamHack winner, and over 2.2 million earned in tournament earnings. Вроде лагает, мне тоже послышалось. Что он вроде лагает. I gotta say this is definitely the nightmare before it grands right here, right now. Потому что этот нормально базарит. And you just heard that resume, that Rolodex of superstars. Да, он, наверное, на мобильном интернете сидит. Wipe the sweat off your brow, because that is the intensity that we're talking about here in day one of heats. And this is my pick right here, right now, Sundown. I drop Vettel, Stur6. Yes, these are not common household names, so to speak. But I really like the performance in week one of qualifiers. They could have stood out to me. They did really well on the low ground, as you see. Бля, как картинка плывет. Вам, наверное, еще хуже, пацаны. У меня мыло, у вас там, наверное, еще мыло. Чего у них такое качество плохое? Как они стримят, блин, и такое качество ужасное. Прям, ну, пипец, все мыльная жопа какая-то. А что делать? Смотреть хочется-то. Норм качество, да? Ну, не знаю, как по мне, какое-то фиговое. Is Stur6 Vittle eye drops inconsistency in changing spots? Will that affect them here in the heats? I think they play the early game well enough and adaptable enough. Блин, я вот не понял, что как у них, кто проходит, как команды, блин, как все сложно. На самом деле плохо, что ты не знаешь английского языка, не можешь перевести, не можешь нормально раздуплиться, о чем они базарят и все тому подобное. Очень фигово. О, кто тут файтится-то? А чё их двое? Уже одного прибили? Эх. Пацаны, пацаны. And this is going to be the opening moments for this trio. It's just so important to get into that confidence elims, just to see points right next to your HP bar. We've all been there. Everybody that's been watching, everyone that's played Fortnite competitive, that's tried a cash cup, that's tried a platform cup, that's tried a wild. Не понимаю, они вдвоем троих пушат или втроем двоих? Все вместе эти иконки, там непонятно что. Кстати, на зарегал поставлю, тоже подойду.
trying to find space to get 80 on the knock right away. Good follow. Опа, нокнул. Ё-моё, дал. Tag there. Gets the shot. Эх, чтоб помпа была не перезарядки, и этого вырубил бы, наверное. First point over. Don't forget each elimination is a point into the Хорош. box right away. They're gonna find that, and that's all three down. Йо-хоу, минус 3. Over right away to them. They'll have all the space, the mats from the eliminations. Убили, короче, стак здесь. О, еще кто-то идет. Right as I say that, you see another trio creeping on in. О, Нитро поменял ник обратно или что? Hop on over here to one of the top trios in the region, if not the world, Sancho. It's unbelievable to think that you have probably the most debatable drop spots in this season. Doom's Domain and Stark Industries. Мангал. Everybody's talking about what's the best place to drop. Тайсон. Ну, у них сильное трио, кстати. And what's crazier for the Heat 1 is that you have two of the best trios in the EU region, and like you mentioned, the world. Типа Тайсон, Мангараль, Митра. Ну, неплохой, хороший стак, типа, мне кажется. This will be if I was a scientist, which is going to be a long shot because I have a degree in theater. But if I was a scientist, this would be like one of the most perfect examples to kind of, I guess, find the hypothesis. I mean, find the mean. I mean, Они постоянно Старка лутают. So the way I end up looking at it is, they've effectively, everyone in this heat has ceded over the fact that unless they throw, Mitro and his trio and Benji and his trio have qualified for Пошел файтец в They have берегу. uncontested mythic drop POIs. It is on them to drop their level of execution because week after week we've seen players не go попал. over, try and contest them, and it's not running Да, у well. пацана что-то с One аимом of the contested проблема. spots we saw, there was actually another one over at Logjam, but О, huge shot coming out from Longs хорош. there with the snipe over in 26, Да. trying to resolve this as the storm ends up coming through. They're going to try and swarm over onto Swap. Сейчас бы через окошко стрелять. Не знаю, по-моему, это прошлый век через окошечко стрелять. Вирус. Хотя там был какой-то вирусух, но играет как вирус. A little sloppy there. Can't really end up going down there. They'll have time to reboot, but it's just going to be an excess drain on the resources, Sancho. Absolutely. The investment into that, as you're seeing now, they're eating Storm. If you're going to have somebody land in your Ну они POI, смотри, you're gonna have Андрюша, to они wrap that up стабильно so quickly. играли Wrap it 3 up, недели. be as fast Они as в possible, топ-5 because you're gonna have to попадали, beeline your по-моему, way по into КД. the safe zone. And that is the dangers of having these outer outskirts POIs. We saw a couple here already. Logjam a little bit, having those rotations. And Один убежал, второй пошел поднимать. These competitors will always end up Ананас, fighting each other. They'll Ананас always cross Томас paths, этот. because they're always going to get Доки into the same лутают, крысы. rotation. Now, someone else that we're going to have to keep an eye Мою on. локу We kind of лутают. mentioned the highlight package. Это вам I believe везет, this что я is не your играю. pick of Thomas HD, Отправил Flick, бы Nanas, этого Landing, Томаса and в Dirty ангар. Dogs. Тор сдох, да, ясно. Наши отлетают. Эх, Нави, Нави. Пресс F to rip Нави. Согласен, Андрюш. Да, это да, ордер лошарик этот на Томасе. So having two of your trio basically account individually for 49 points is an absurd effort, but not only that, we've seen it time and time again. And Flick very Сейчас бы с Фамаса фигарить на 300 метров. Not only he's like not necessarily in danger, but he's able to be just efficient enough to unlock the other two. I think in order for them to win the actual FNCS, they're gonna have to put together a full trio performance, but their ability to take and challenge high ground. Так, по-моему, сейчас будет замес. Или нет? Они уехали на тачке. Свалили. That generally keys to me that they're looking for one of those later circle high ground takes, and from the rest of the game, they're just trying to avoid fight, get tags, and get somebody into a position to make a play. So now we kind of took a look at all the big names in the lobby. Блин, что они лутают в админке? Что тут вообще может лутать, я не знаю. Я думаю, они где-то Кеник админку лутают, потому что просто тупо админку лутать. О, Навитор, а подожди, а что Навитор? Ты его уже убили вроде. Или его нокнули. Exponential, aka Hardfind. Там нечего лутать. Я не знаю, что они тут лутают. As you see in their kit as well. Sundown mentioned the shockwaves being such an important mobility piece to do that late high ground retake. And you're looking at the overall inventory, Sundown. They all have
powerful shotguns, and those powerful weapons are going to enable them to do Ну, some блин, не dangerous things. знаю. Посмотри, какой у них As the лут. kids say, they're looking stacked right now. Жопа просто, ебать у них заливы, пацаны. У каждого фиолетовая помпа, 2 эмки синих, скар золотой, 4 импульсионки, 6 бих, я хер пойми, сколько там миников у них. Они просто такие затаренные. Реально затарились, пацаны, нормуль. Лутец у них добротный, добротный. Пацан в воздухе лазит. Боже, они не могут даже в реплее отображать постройки нормально. Чел просто по воздуху гоняет. Там что, один типок только? У пацана фиолетовый скар, ну помпа серая, жесть. Серая помпа, это, блин. Тут, наверное, лучше эмка серая, но помпа какая-то хорошая. You see there's a spike in those situations that Sundown just described. When Storm Surge starts kind of bopping you and starts chipping away Ты в воздухе летает там где-то что-то. Класс. Бывает, бывает. Ну смотрите, зона, пацаны, зона сужается, 87 человек. О, тут кого-то пушат все-таки, да, викеет. Пытаются. Ну как викеет, пытаются что-то сделать. Тут все сильные, ребятки, тут такие сильные, конечно, не такие сильные, как мы, но все равно. Еду 86, кого-то убили. Ой. Да, чуть-чуть подубили людей. Но все равно, для такой зоны, типа, это было овер дофига людей. Надо, но они пушат, знаете, что они пушат, потому что начнется Шторм Серч этот, и все. И будет бить, поэтому... А, он уже пошел, все. Шторм Серч уже дамажит, поэтому они и пошли пушить. Ясно. Блин, как-то быстро этот Шторм Серч, да, начинает? С третьей зоны уже бить. Мне кажется, было прикольнее бы, если бы, типа, доходило овер дофига в лейты челов. Прикиньте, там 80 в лейтах. Ё-моё, то было прикол. 13 вирусов умерли. 13 вирусов и 3 Тимура. Of the world competing right here, and it's all happening simultaneously in all the different heats, and we have the pleasure of casting this one right here. I just love Heat 1. It's just filled with so many vast storylines, and I can't wait to see how it all shakes out at the end of the day. А сколько должно быть? 50? Чтобы он перестал серч валить? Блин, по-моему, слишком рано серч валит. Мне кажется, надо его, типа, с зоны 4-й, 5-й запускать. Ну, типа, 3-я зона, и уже он дамажит. Ну, такое, я не знаю. По-моему, бред. Так неинтересно. Чем больше людей в летах, тем у них больше лагает. Пусть страдают. Правильно, пацаны. У Бенджи аж тут, подожди. Как они вообще там оказались внизу? Они же вроде лутают этого Дума. Как они там оказались вообще? Я что-то пропустил? Now we're getting a nice pan view of what's happening. We saw Lechi's trio down south. Ну, блин, 50 это слишком, типа, мало для лейта. Хотелось бы посмотреть именно большой лейт. Такой прям пипец большой. All these trios are going to do their best to hold on to that utility, hold on to that mobility, hold
Кто-то, походу, монетку золотую забирал. Она тут находится. Кстати, а что она не отображается, золотая монетка? Лечи, Бенджи. Вот как они оказались с Дума аж здесь? Или они теперь уже не лутают? Не, по-моему, ж показывали, они были в Думе, да? По-моему, Бенджи показывали, он бота убивал. Что, они хотят запушить их или что? I'm very confused because Savage has nothing. Не, смотри, Search пропал. Наверное, должно быть 70, Андрюша. 50 это, наверное, в следующей зоне. Ох. Savage минус, на. Да. Запушили, проверяй. Пиздец. But Benji and Co. uncontested dooms. Game number 1. A little bit of a fumble-rooski there. Really dropping the bag, leaving everything on the table. And now we're going to see who's красиво запушили. on that. Pick up the loot. It looks like Просто доцики, нахуй. all rotating over there right away. That's 2 teams. И стоило вот этого. Wow, the buffet is on. It must be Thanksgiving early as you see the spread of loot, but that is the Мне кажется, они пожалели, что запушили. Just a lack of reps at this high level gameplay. Yes, they could scrim. Yes, they play at a high level all the time, but it's in this moment, it's just a little bit higher. Which is the thing to say right there. You are competing for the FNCS trios. All these other players had more qualifying reps than you. You didn't make it in the round 3 in week 3. Первая катка, говорится, блином. Ну да ладно. Ну, тем потеряли, они ничего не набрали ПТСов. Типа 0 ПТС, такое себе. Какой смысл, я не знаю, было пушить. Боже, их не тошнит на этих добычицах играть. Уже эти добычицы, ну серьезно, уже рили какой-то помойный скин уже превратился. Они уже настолько закумарила эта добычица просто. Уже, сука, на ней можно играть. Она в каком сезоне там появилась? В 9-м, 8-м, блять, я не знаю. Than if it was them, not to say I'm not concerned, but right now I'm a little bit more concerned for Frastroki and Co. as they're getting taken down. And again, another wave of action driven by the reveal of that 5th zone. You can see it in the southwest corner of the map, and then also Storm Surge forcing teams to get in and get pressure on each other. That's the deal. Все-таки проиграли. Эти внизу сидят, типа, конечно, кто сверху сидит, то им лучше пушить, типа, забирать сверху. Снизу сидеть намного, по-моему, хуже. А Луча тоже, по-моему, Луча она изначально, как по мне, помойная была. Добычица была вроде нормальный скин, но сейчас прям, ну, уже он поднадоел. Ого, что с ним, пацаны? Он под наркотой, пацаны, походу. Походу, этот пацан под наркотой. Торс, когда зажал, всем подарит ту добычицу, когда у него был баг. А только мне подарил, и все. Хотя у него было там тех баксов 10 тысяч. На халяву мог бы подарить, я не знаю, всем. И Орбите. Ну, Орбита же его друг был тогда, ты не разлей вода. А ведь там по случайности позабирали скины какие-то и баксы начислили. Я не помню. Какой-то баг был. Хочу себе кастом супергероя, надеюсь, что скоро выйдет. Ну, должен выйти. По-любому в этом сезоне еще раз выйдет, ребят.
По любасу, я думаю. Быть такого не может, чтобы он еще... чтобы он не вышел в этом сезоне еще хотя бы раз. По-любому выйдет, ждите. Главное, ждите. Татур жлобом был. Он и есть жлоб. О, Тора подняли, то его тогда нокнули, да? Я подумал, его убили. А может, его возродили? О, Шторм Серч, пошел. Ну шо, пацаны, готовы? Сколько нужно? 40-30 человек, чтобы он перестал бить. Ну, знаете, лейты 46 что-то маловато. Мы в прошлый раз смотрели, было больше. В такой зоне, по-моему, было по 50, по 60 человек, нет? So every single trio that drops from here on out will grant a point to the rest of the lobby, and then once Побазарили скины. Позабирали скины, которые купили в течение сезона. А. Да, ну у Торта там было что-то 10 тысяч баксов. Он подарил мне добычицу эту и орбите, и все. Что-то плохо полетел. Да что такое? О, зато хорош. Тор, блин, не. Блин, у Тора была золотая помпа. Как он проиграл? Не долетел. Но сделал там пару-тройку киллов, нормально. Челы, ух, челы на ХГ. Какая у них позиция имбовая вообще? Если никто у них не заберет, это просто, ну, имба. А навряд ли кто-то будет стрелять по ним. Потому что все передвигаются внизу, куча построек, и нема когда передвигаться, стрелять поверху. Это и Тор... крыска, да. Помню, как с ОМГ дружил очень хорошо, оказался он крысой. Да, ОМГ вообще, конечно, оказался таким гнилым пацаном. Хорош. Да, ОМГ, я к нему тоже относился как бы очень хорошо. А оказался, видите, какой чел. Как думаешь, смогу ли я апнуть 100 уровень до конца сезона? Если... Конечно! 25 левелов, конечно. Еще целый месяц. And Mongrel is still alive, but Mongrel is battling it out in the mid-ground, picks up multiple elims. Mongrel is popping off. And Nas Thomas on the low, trying to navigate the elevation that Там если только экспресски будешь выполнять, просто экспресски. Зайти раз в день, выполнить экспресску и все. Это уровень. И все. И ты сможешь даже не играя пройти. They have the material as I drop finally drops Mongrel in the elim feed, but this they could do it, Sundown and Nos and Thomas. It looks like they're doing it. They have the momentum. 6 челов осталось. It's a 3v2v1, and the thing is, the people on height were up there for so long. They have to be out of builds. They had the priority low ground. This is the medkit I was talking about. Anas already had 3 damage. He's gonna start popping it right now, which means he's. Непонятно, кто с какой тимы. Один он или разный. А, ну, судя по тому, что он сверху стреляет. И эти сидят, значит их 3. 3 против 2. Блять, это Томас. О боже, они сейчас еще и выиграют. Into the zone, he's out over in the zone. Anas has priority unless he has enough heals to continue taking over. You can see him out there right now, utilizing the chug splashes, trying to go to full heal. Here's the fight. Anas picks it up. Become legends. Anas. Боже, его трио еще и выиграло за этого бомжа, блядь. We talked about how good my prediction was in game number 1. Экспресски, ну экспресс-испытания, те, что каждый день меняются. Поскольку они там 1000 опыта? По 10 тысяч опыта.
5 штук, которые обновляются. Ну смотри, которые вот у тебя висят. Вот. Экспресс-испытания. 5 штук, они каждый день меняются по 10 тысяч опыта. Десятка это уровень, да. На 75-м левеле этого достаточно получить один уровень. Там не нужно по 100 тысяч опыта. Боже, этот Томас ничего не может. За него челы выиграли. Крыса. У Манграй 4-е. 5 киллов за плейсмент. Че, они набрали что-то, не? Тут за килл сколько дают? Одну очко? Да, получается одну очко, да. It was a game of just low ground capitalization, basically. There was a lot of teetering off of high ground moments. Like there were, you know, points where we Все равно я не пойму, как тут игроки опять и Манграль играет. Блин, ничего не понимаю. Как выходят в гранд-финал. Сколько здесь вышло вообще триосов. Не понимаю, что тут вот это вот. Или сейчас 4 играют. Да не, вроде. Показывают 29-го. Я так понял, походу ребята 4 этих играют, да? 4 эти. 4 лобби играет. По 33 человека. По 33 вернее. Это консоль, подожди. Тут наши, да, есть вот Хантер. Походу тут 4 этих, 4 лобби. Я теперь понял. А что-то так много повыходило игроков. 4 лобби по 33 команды. А как тут пишет вообще? Топ-200. А, топ-200 тим выходят. Потом 100 тим выходит. А, это нет, это в Азии. И тут за гранд-финал топ-50 тим. А как будет делить? По 25 тим будет играть или что? Походу 100 вышло, да? Подожди, а как так 100? Не играть 4 лобби по 33, 66 это и 66, 130, блядь. Ничего не понимаю, пацаны. А тут 31, подожди. Подожди. Так. Первое. Что тут у нас? 33 лобби. Ну, 33 играет. Второе, да? Второе играет сколько? 32. 33, 32 это 65. 65. 65. Здесь 33. 98. И здесь 33 тоже. 98, да, я сказал? 101, 134, блядь. Как оно, я не понимаю. Ну, походу, мы смотрим вот это вот лобби сейчас. Нет, это тут Илюша какой-то, легендарий. О, наши, кстати, на первом месте идут в этом лобби. Всех разваливают. Тут, видно, какие-то им лошпеты попались. На какое смотрим? Второе, по-моему, да? Нет, не второе. Третье, что ли?
Ooh. Yeah, I think the one thing the high ground team could have maybe done. You Да saw боже, that что, backstab четвертое they used for смотрим? defense at the end. They could have thrown it Или down какое? and Или given первое? Nostro way Что-то away я from the zone, not have запутался. a chance to actually land this pump onto Casper. Вот, So, мы if you первое saw, they were смотрим, so ага. tunnel vision on getting all the other eliminations. They were so А high те, up а те не because the zone was транслируют, да, moving at получается? such a great speed away from their overall height. They were just like maybe 2 levels above the previous team. I think 2 zones before. Tune in now to this last one we won the NOS. These guys had Что-то like я не a понимаю, 10-story короче, как difference from right below, происходит. just based off all the hills around there. So not getting a bounce back. I mean, Anas, Thomas, and Flick capitalized on it. They got all the way ahead. They got that win. So you got to be very careful when you're on height and just make sure you're keeping tabs on every team on low ground. That is very hard to do. And I just can't believe this single tick dropped all the way down to 7 HP. That's like 1 second. That's a Ща reaction. подойду, That's a ребят, flick shot. 5 сек. That is the difference maker, and that is what we see them walk away with the victory royale. And once again, swag points for going for the Clay special. I like it. It didn't quite work out, but let's keep seeing that, because that's what's going to make you head up to the higher end of those leaderboards, because we kind of talk about this surprise factor. You can't just be running stuff textbook, because that's what everyone around you is going to be expecting. So being able to kind of just in one game, just do something weird. Hey, use an offensive shockwave. Hey, just jump up to the high ground and hit someone with a Clay special, right? These things will literally make the difference and get people victory royales. But with that being said, you know what time it is. Game number 2 is on deck. So let's send it back over to Sundown and Sancho West to lead us in on the battle bus. Zeke and the battle bus is looking good, fully fueled up. Our competitors are now gliding into the respective spots. This is game 2 out of the 12, day 1 of heat 1. You're seeing the big names colliding, and I gotta say, Sundown, and Nas, Flick, and Thomas HT, they're repping that ghost outfits, the Ghostbusters. They basically said, we ain't afraid of this lobby. We ain't afraid of this lobby. We're here to play, and we're here to let the world know that we're going to go into grands in a dominant fashion. I know it's just game 1, but I always believe game 1 is the biggest statement piece that you can make. Yeah, and I think it really sets you up to just kind of now play for that top 8. Again, no difference whether you're 1st or 8th. It all gets you a ticket to that dance, to that grand final, which is what it's all about. But now you don't feel like you're playing catch up, which is always a really beneficial feeling. Like, yes, anybody's able to have one of those pop-off games at any point in time, really rack off a number of solid points, but to just get it done right away and right off of the start ends up making a huge difference. As you can see, Luca picking up an Elim right off of the bat. Tenzen also going to find one. We're over here in the Dirty Docks area, which is an area that's just so particularly strong. The available amount of mats, you have an upgrade bench that's right there on the side, you have fishing spots, plenty of chests as well. I really think it's kind of underrated, especially if you're able to get it uncontested. Just to show you how strong, folks, Thomas's HD trio is, in 14 games, they had 10 plus points. And that's just second to 4ZR's trio, who went back to back. I mean, Thomas HD, just to see his technical prowess, had 7 sniper elims during qualifiers. That's the most of any player. So you're seeing a very dangerous trio, and you mentioned the clutch factor between Thomas and Anas doing it right then and there. And you not to count on Flick. I mean, Flick got them there to that one point. Flick is going to be a very important trio. Yeah, you could kind of pop off at the end game considering that there's so much chaos, but kind of riding together, bad boy style to the end as a trio is still going to be very important. But I got to say, Sundown, I mean, what is going on? I mean, you already said it, not to worry, but I'm still worried about what's going down with Benji at Doom's Domain. There's no possible way they'll end up with uncontested Dooms in having as many poor games like that. It was probably just a Storm Surge issue based off, if I could tell, on their loadout. It seems like they were forced to just kind of outlast the first one. Now we're going to swing on over to one of those other power POIs, the mythic POIs. The reason we talk about them being so strong are they're the only 2 areas on the map that have those vaults super available to them, able to go through, pick up just an excess amount of not only shockwaves, shields, and that, but you are also able to get those power weapons right away, whether it's the epic shotguns or those epic ARs that really enable early combat. Yeah, and Mongrel's teammates has played very well, but the story right here is Mongrel. Mongrel is the driving. Так, я тут. Надеюсь, ничего интересного не пропустил. Хотя тут начало катки только. Уже 3 сдохло, да, как-то? Понимаю. Подожди, а тут 31 лобби, да? Подожди. А как тут 33? Как так?
or all decorated in their own Не way. понимаю, Jason как being это solo работает. champion. But we just seen just having Тут же someone like the написано young Lord Mongrel be on his feet and 93 игрока. Не понимаю, как That работает. is why they call him the Big Grawl in the Twitterverse. And we even saw Здорово, last game, Валик, checking молодец. a number of his clips as well. He had Поздравляю. huge pickup on the mid ground is something we saw in the elimination feed there, but he's someone who is able to make those plays and make what feel like almost hopeless situations turn in your favor. However, when you're taking fights like that all the time, it can be a little bit more difficult. And now you can see a little bit of a shift in gameplay. And they're actually immediately looting Dooms, getting the max shields, and then sprinting out and trying to find another team. To me, Так, that лутец 100% неплохой signals that, у них. hey, they ran into Storm Surge problem last game. How do we fix it? Well, let's go find one of those two teams who land at Лишь бы они one of сейчас these опять не outsides. сдохли, Generally, if there is a Quinjet и будет on that нормуль. bottom side, you can see that little white mark on the map there, the little white plane. That's the Stark Quinjets that have the Stark Industry loadouts that are over there. Players will go over, make sure they're hitting up the henchman chest and getting the excess weapons and shields from there. But Dooms is always going to give you better loot than that, and they're up on the high ground and pressuring right away. Пошел замес. Кто кого, сейчас узнаем. Спасибо, Андрюх. Спасибо, пацаны. Здорово, Лас. Спасибо, ребят. Я не хавал, все равно смотрим, похаваю заодно. Что, слышно? Можно выключить микро? Я вроде пытаюсь тихонько, а не чавкать. Спасибо, Дубич. Спасибо, ребят. Hard enough, it can be difficult. However, with the first zone pulling just a little bit to the southeast and Doom still being in play, Спасибо, probably Вис. not too worried about it. Savage again trying to trade out shots, but not catching the better side of that, taking just chunk after chunk. 99 chipped through almost the entirety of his shields, gonna pop a pair of minis and be forced to back up, but they're being held pretty well right now. I mean, this is what you're seeing. The level of quality of competitors is higher than qualifiers. You're in heats now. These people earn the right to play as well. And that is why you're going to see this tug of war that's happening, this stalemate, this long-lasting Не слышно, что чавкаешь по голосу, слышно. Я понял. You're going to take a while. They could go into those VODs and those replay clients and realize, like, yeah, this is a battle that we could kind of third party on. Ну да, когда базарит, наверное, слышно, что полный рот. Right away, and you see as soon as that happens, hit the rift, gone. They're trying to spray down shots, but they have to do it quick enough because if they don't hit the rift, Nikeva and Toby are going to be able to come over. Taxi, Nikeva, Toby from the northern side are going to be able to close that fight. That rift closes it off. Luckily enough for them, the zone is close because otherwise Storm would have been pressuring them by now. Спасибо, They're being Никитос. forced to rotate back into zooms. Что-то они начали файтиться и ушли. Ну такое. Посмотрите, сука, они резко просрали. Типа, какой смысл был файтиться? Они слили там 5000 ресов в общей сложности и в итоге никого не убили. По-моему, бесполезный был файт абсолютно какой-то. This trio is actually doing really well. One of the teams that we highlighted on the analyst desk coming into this matchup, they're in 5th place. Finished 6th place in game 1 with 6 elims. Very strong trio. Nikov, you know, what I like about Nikov is that he was on the tail end of two highlight plays. One from Mongrel coming down, and then that sniper shot from a trade hard trio. And, you know, to have that mental, be able to still output, to be a part of that trio, that's going to be strong. I mean, especially, you know, when you're on that social media highlight, you know, on the other end of that. And for Nikov to be able to kind of shake that off and still perform at a high level to get into the heats. And like I said, this is probably the nightmare before Grand's heats. Is so stacked with so many crazy trios. Приехали, машины поставили. They could totally do it. And one stat Сейчас зона пойдет, на тачках поедут. Is that out of the 33 trios, only 8 place in the top 8. So only 8 of those trios have that experience. And it's not going to be easy, like for Mongrels and Benjis and Thomas, because they haven't made it into that top 8 in the qualifiers. And Blaster and Nikov, I believe they're one of the trios that has.
Yeah, and pushing into that top 25% when you're playing against the other top competition in Europe is so incredibly difficult. It's not just placements or not just eliminations that get you there. You have to do a combination of both, or you have to have a couple of monstrous games and to even have. Похоже, из наших только тут Нави Тор, его Тима. А с кем Тор играет? С Линком, да, и еще с кем-то, я уже не помню. Versus Jake Serenity swaps, trying to push through here, working their way through an old tunnel, but trying not to get caught in one of those traps. Интересно, Кирячи прошел вообще или нет? Они с какой-то недели прошли? There was, I think it was Analyx actually and Janice were kind of pushing through a tunnel that wasn't theirs, and at the end of that tunnel was Mongrel waiting for them. And this is that double dip opportunity that you were seeing. Once Mongrel's trio left this vault, it's all up for grabs, and a lot of trios kind of add this to their rotation. They add this to their loot path because you can, you know, get that upgraded pump. You could go ahead and find a bandage cannon. There's Фортнайт навряд ли. Still fine because it's just so much in that a trio cannot essentially take. Ассасин, наверное, нет. The old school Oregon trail. Там же дают только на Твиче дропсы эти. Навряд ли за то, что в игре посмотрел, тебе что-то дадут. Я думаю, нет. Going down there to Martine, some Serenity on Serenity Crime. No peace will be found for either of them. But Arluka trying to find the shot here. Not quite necessarily able to find the player. Кирячи прошел, давай глянем. Efficient tarp to get out. To me, that signals he's low on mats, especially since he's using wood. But the huge burst shot, that's headshot right back. Кто из наших вообще есть? Линк, Тори, Фримок. Фримокян, боже. Ой, боже, Фримекан. Понимаю. Фримок Довин, блять. Что я могу сказать? Один, так, два. They're going to have to condition that over the 12-game stretch. This is game 2, and you're seeing names in the Elam feed, like I said, crossing swords. And so those are going to happen. You could kind of keep Hunter, Stepter. winning those engagements. Это наши. Винкс прошел с Мавахой? И с этим? Мистер Джей? А Спектрум это какая-то арга? Это чел в арге состоит, типа, или чё? Кирячи прошел все-таки, да. Кирячи, Ротори, Шторми, да. Но пока они очень плохо играют. Все-таки они квальнулись, да? Прикольно. Так, это консоль ПК. Патрик. Тут на первом месте всех разваливают. А тут, смотрите, тоже квальнулся нормуль. С этими челами. Но третье место пока идут. Неплохо. А тут и Джамсида с ними играет. А то они тоже квальнулись, да? Нормально наших прошло. Ну, наши все такие вот известные киберспортсмены прошли, походу. Тут Фьюрик вообще вот разрывает, смотрите. Илюша, Фьюрик. Первое место идут, красавцы. Сибирия, вот, Сафик и Айрезуми. We've already seen Knight clutch up once. Can he make it happen again? As that's a Nos, Thomas, and Flick over on the side. We're now closing Неплохо. В принципе, наших нормально прошло. 38-point winner, and instead, Centric uses one of his 4 shockwaves to just disengage up and through the side. And honestly, I think he's probably just going to sprint straight to zone. That was literally a battle of the top 10 Sundown. You had number 1 spot going against 6 and 9. So that's kind of crazy how all of that was unfolding. It just shows you how powerful the POIs are even revisiting after the initial drop, considering that valuable loot there, that valuable vault is available up for grabs. And now Просто как-то непонятно было, какой квал там и шел. Я вообще запутался уже в этих, серьезно. They don't have to really work the elevation here. It's the low point, but that means Sundown, there's going to be a lot of traffic going into that spot here, as you're already seeing on your mini map on your bottom right.
You're seeing so many arrows here holding up that low ground. And this is an opportunity going for that. What is this? This Clay special all day today? Everyone using the power of the harpoon. We're seeing its different uses of being able to break builds and get inside boxes efficiently. And that is a great push right there for this trio. And it also isolates and disorients people. If you get hit by one of those harpoons in a box situation, it's really difficult. Да Фримак его походу как орбита, каждые 2 недели меняет свои. Another trio, they're all directly on top of you, and you're not quite able to get picked up there. So good utilization of the harpoon there. Gonna start trying to work their way through those catacombs. You can see everyone working box to box right now. This is the fight we were kind of talking about early on. That's Benji or Sanji Fishy actually getting caught out there. Michael also being taken out, and instead Emo is going to be forced off to the side. Does have shockwaves if he wants to disengage. Kinwin also getting knocked, but some good return shots coming through from Ebo. Toby getting caught kind of gargling there. Statue up on the side. Caxi now with the storm at his back as well. This is going to be mostly a one-on-one. You can see Emo. Почему он своего тиммейта не закрыл? Он же мог закрыть и помочь его поднять. Shockwaves for his trouble, and he's going to say thank you. I'm going to take those. Set up a bouncer shockwave, and he's going to space straight to the zone. Остался в right соло. into upstate New York. Да, Here we go. We're такое gonna get себе. our first taste of upstate New York. This is going to be a very interesting ending. If you've never had it end game, Так, когда чел в соло остается, это смерть. Считай, это нереально дойти куда-то. There's a lot of different elevations here. There is some water, a lake, and a river that go through it, and that is where things get scary. We have seen the river, the end game, end up on the lake. And that is where a lot of our competitors are going to use their builds because they have to cover the floor as well. So we have to assume Mongrel's trio, which is already bailed out of that Stark Industries so early, as we saw, they weren't in sight here earlier in the game. I think most likely they're kind of perched up really high because every time a zone ends up here, Sundown, they always end up at height at like early on, and they never let it go. And you can see, luckily for the competitors, it's pulling more centrally, so less of kind of those really, really sharp outer edges that are almost polar peak X, the ones that end up coming in. They give you the acute angle up from the ground, which means you're not able to directly connect against them. The only verticality they're going to have to compete with is the innate mountain on the inside, which, while still pretty difficult, it's not as bad as it could be. It's not going to force as many uses of rotation, so you're going to see some more opportunity to use that either a little bit earlier or in rotations on the side zone. But you can see Ziku, Weepu, and Kaizen finding some great shots there. Excuse me, a little bit of miscommunication there as the horizontal shockwave comes out from Kaizen. Хорошо, что у него подушки были. Ziku back, gonna force him to use a crash pad that could have been used to get in the box. They're gonna find the cleanup there onto Exponential. Gonna find a second one there onto Mexi as well. Can they continue pushing forward and find the third? They haven't isolated 1v3. They're right on the edge of zone, and they should be able to clean this one up as the player is now going to just try desperately disengage. Here we go. We're getting closer and closer to the end game. This was zone 4. Zone 5 is at half in and half out. 6, 7, 8, 9. Это какой левел ордер у тебя там? 9 will be the ultimate closing zone where it goes all the way down and the entire island's engulfed. And we saw Халк золотой, я даже не понял, на каких они левелах. really have seconds. Our game 1 winner and Nas went all by himself up to the very end. Thomas HC was there. The duo got to the end, but Anas was kind of dancing in and out, dealing with having to use that siphon HP, dipping in the storm, holding on to the very last second. Like that is the kind of dance that you're gonna have to master if you step up your game in the Fortnite competitive. Every second matters, every HP, med kit. There's so many different ways to survive that dangerous zone 9. And speaking of survival, Benji, Lechi, and Savage already with the rough start here. We're gonna take a look at their kit. Got some elims. They made some changes. Let's just see if those adjustments are going to pay off for them here in game 2. And they're well above Storm Surge this time as well. You can see finding another knock. С контроллерами перестреливаться, это же бред. But they're going to try and close the box. And a little bit. Sometimes you're a little over eager, and right away they're going to use that pickup throw feature, disengage with Savage, saying, "Nuh-uh, the knock right there is not worth losing our superstar." Going to try and use whatever utility they can. Да, Savage ваншотали красиво. The revives back on the other side, so Laurent's going to be picked up. The utility is going to be used. A little bit of Storm Surge damage, again being traded back and forth. A Storm Surge is still on and impacting one player, as Vidil is actually going to get a knock onto Mitro there. So Mitro's trio in a little bit of trouble right now.
Here the trouble is ensuing. Shots are going. Everybody's trying to get that free elim, kind of condition the lobby to make these rotations. As you see, Versu picking up an elim, and that's going to give him the green light to make that rotation. It's not necessary. Yes, you're going to get a point on the leaderboard, which is going to be very valuable, but you're going to enable you to stand a little bit longer to get a cleaner rotation right then and there. And Versu was able to. Видели, как контроллер перестрелял обычного чела? Это просто забей. They are in the half in and half out, zone 5, and this is the dangerous part of it all. In trios, you could separate so easily, and at the same time, you could use up so much of mobility if you make a bad. We already saw someone make a bad. Он получил один шот, а убил чела. Просто жопа. As you see, and just a very erratic bounce right there, and now they're going to spend so much. 149 на 150, да? Понял. Who is higher up there, but look at all the builds that he's expending here, Sundown. Yeah, that I don't know if I agree with it. It's going to end up working out for them as they're going to pick up Tayson, and he's going to get a massive refresher on mats, but if they weren't able to end up picking up that would have not been as worth. The one thing О, вирус, которого убили в прошлой катке. Side of the zone, since everyone was pretty much rotating from the eastern side, if they were on that level and just sitting in brick, it would have been really difficult. However, you could see Mongol and Micho directly under. Манграли Митра, а где ихний Тайсон? Убили? Before that, which enabled the team to take height. You have Anas, Thomas HD, and Flick just below them, and you can see the rest of the zone kind of how they're panning. Тор в соло играет или что? Our high ground trio from last game. Походу Торы, да. Flixie trying to get a little bit of a position there. You have the Otter. Убили Тиму его. Jachu and Paco just underneath with it by. Блин, so a lot of долбаный микрофон. be able to execute plenty of late game moves to pressure off of high ground, and you can see, boom, right as I called it, Shockwave going up towards that power position, but instead, a little bit of a miss execution from Zess. Так, все, поели, можно и посмотреть. А что там сосед сверху делает? Что за стуки, что он там головой о пол опять бьется или что? Still vibing, still rocking together. You're going to see a different kind of layers kind of form naturally as our players navigate these rotating. You're going to have the low ground, mid ground, and height. This is a feature of right now, a little peek at what's happening on the low ground. This is actually a strong rotation from this trio. You're kind of focusing outside and catching the beats. A blaster right then and there. The shins are available. Give him them toes. Nico with the 1-point elim. Был пацан и нет пацана. Ё-моё, там в одной куче людей, я офигею. Keeping an eye on that top left-hand corner. Once we zoom back right now, keeping an eye on the wide as Micho and Mongo are able to take it. The top left, we need to see 30 before Storm Surge turns off, and now we're into top 17. Еще Storm Surge дамажит, это капец. Давай, Сэв, ой, блин. Что-то им не везет. As Nico gets dropped all the way down into who knows whose box. That was a Canadian mogul monster right there. As Тора убили тоже. He's way out of zone. He needs that siphon to tick over. He's barely going to be able to find it in time, but can he find his way back to the zone? No more mobility. Бенджи умер, но кого-то с собой. Gets denied by the brick wall as we talk about Old Man Mountain claiming his toll and the changes in verticality. That slight rise up the one mountain that was in play is going to drop so many players as we went from 48 to 17 in our top 10 in the blink of a rotation. Yeah, and Benji's team only making into that top 16. Не, ну мало, 16 людей в таком лейте мало. Прям, как по мне. It's only game 2 out of 12, but now we're seeing Thomas and Flick taking height away from Mongrel's trio. Already, that is going to be a great story to unfold. Опять эти, блядь, раки на КД. Ой, на КД наверху. На ХХ хотел сказать. This is their drop spot. They know every single sign of elevation, every grid point. But Thomas, HC, and Flick, you just can't slow that train down. Yeah, but Zaini also just picked up his own double. Another trio making it into the late game. Law Boom, the young Irishman, the World Cup qualified player, making a statement saying, "I'm back, everybody. What's up?" A nice little double from him as well. He gets all the resources, all the utility. Going to opt to also pick up that bandage cannon for the late game heals since he knows it's going to final zone. You can see though Thomas and Flick still up on the high ground. Ну это не лейт, это маленький лейт. О, что-то в воздухе летает. Это вообще нормально?
we're gonna Он swing что, on ниндзя? board to the low ground madness. У него This is a сборочка из 3-on-2 PvE или on что? one. No, it's a 2-on-2-on-2. Now it's just a 2v2 as Thomas picks up the cleanup there onto Mongrel. Блядь, Томас, Well как done этот from рак there, на but Томасе can убил? Vidil and Kylie close Боже, out он убил against и Thomas and этого. Flick. Flick goes down И Манграля, himself. и... Excuse me, Flick going all the way Боже. down, just gonna give some extra material Боже, over. насколько этот And now чел, it's a блядь, 1v2. лаки, Can блядь, Thomas просто clutch я up? не знаю. Thomas has clutched in this situation. That 2v1. Это Томас такой, This is блядь, game two лаки, я on не the line. знаю. Now the stories have flipped. The deal is on height with Надеюсь, Kylie, его and сейчас Thomas is отшпракают. on low. Thomas gets tagged twice for a blow, На, and лох Thomas тупой, gets умри. eliminated from Vidil. Game 2 goes to the Victory Royale winners of Kylie and Flash Roki, who didn't have a great start in Game 1, but they're changing their fates here in Game 2, Sundown. Well done from Kylie, Frestroki, and Vidil executing when they needed to. We talked about being able to go through when you take the high Так, это ground, была when you're вторая taking катка, pressure да, out, получается? and they capitalized. They got the eliminations they needed, and they're able to close out game number 2 and push Что тут у themselves нас? up Боже, они into на that top 8 Ого, spot, у and них that's отрыв. all about Ё-моё. holding on to the top 8 and getting a ticket Да. to that dance. Yeah, and we're seeing the stories kind of Подожди, а тут в этом туре бабки не даются, да? But a great story that we got to hold on to is Thomas HD. Это, видно, тут за 2 дня будет считаться. Тут хер пойми, как будет победа. А здесь будут призы, типа? Топ-33. Very well executed. 600 And, баксов, a это trio we're как? not used to seeing in the top, finding themselves at the top with the victory Что-то royale. непонятно. Now, I do want to give them a pretty big congratulations, but real quick, what happened there when we were rotating alongside Father Mountain? I Тут, feel в like we принципе, went from like 30 три trios чела or 30 рядом active идут. players to just like 16. What the heck happened? Yeah, Так, we где had like наши? 16 trios alive in a matter of 15 seconds. 6 go down. We're left with our top 10 because there was a hill in the Бенджи на way. There's 19 no reason месте, to go up что-то that у hill, них but the potential of им it вообще не made people прет. У них две scared. катки Past that, we have вообще the endgame where плохо. Anas, Thomas, and А Flick Тора were on рядом height, and now здесь. they are still in first one. Victory Royale, 18 elim, 63 points. Yeah, and you see our Боже, ну winners эти from бомжи, game у two них there, отрыв Frestroki пипец, and конечно. Kylie, picking up that big victory Очень royale. большой. They placed 19th with 0 Да eliminations боже, in по game голове one, so себе they стукни, just придурок. missed out on placement. 2 places away, Не missing знаю, out on вам placement, слышно which is или нет, absolutely как он devastating for them, гупает. really bringing it back, getting that victory royale, and Сука, then ненавижу соседей. Yeah, Mongrel meets rotation once again. Being consistent, I think they had a fight for height possibly there. Some mid-ground action. We were focusing on low and how Vidil was surviving. But after that great filter effect happened, after everyone got scared of the mountain and trios went down, these guys got to live out, look behind, and take shots, take elims, take points. Past that, 6th to 10th place, more teams who are now kind of switching up and solidifying their spot. A very good showcase here from Lol Boom in that past game, Reese. Yeah, they were popping off as well. They managed to get 8 eliminations and placed 4th there. So very, very good game for them. It's moved them up to 7th. And the Давайте уже difference between следующую them and the other катку. teams that we talked about when we went up the hill is that everyone was getting ahead of the А zone. чё они не Everyone was транслируют ahead на of the zone. консолях, However, типа, the там other teams вообще, ended up типа, turning back for забей. eliminations and getting stuck down on that Мне, vertical блин, мне интересно, All вот those они teams on играют the на other side консолях. Какой у kept них ahead там of the zone, FPS в got to the лейте? top of the hill, Вообще, and сука, didn't их get там the человек в placements. лейт That's why they placed доходит. 4th there. Я даже никого не смотрел, я не знаю, кто играет на консоли, прям вот так вот. Кто там уже стримит, надо как-то будет найти, поискать. Что-то вообще на консолях у них происходит. Нету ни контроля. Таня, если были б читы какие-то... Причем тут макрос на снайперку, арки? Как может быть макрос на снайперку? Читы навряд ли, его бы уже забанили. Да, он просто лаки, он такой, блин, типа везунчик, я не знаю. Ему реально просто везет постоянно. Есть такие челы, которые просто... Им фартит всегда. Не знаю, как это объяснить. Никогда у меня такого не было, поэтому не знаю.
Yeah, this was actually even a coin flip from what we saw last game. If last game was heads, this was tails for the team on height and on low. A very similar type of ending, but Thomas HD was actually on height, dropping Первый down раз this вижу time, and it этот didn't work скин. out for him because of fast stroke he plays. Что-то его никто не юзает. Наверное, очень мало игроков его купило. Такой себе обычный скелет. Типа перекрасили. Типа такое себе. Ничего классного нету. And as Mongrel, Mitro, and Tayson's team gets taken out in this, once again, 2v1 scenario where one person has to clutch. The difference that Vatil's team actually made and did is they pushed up ahead and tried to go up for height after Flick gets eliminated, I think from fall damage here coming down, but they make a move up. Thomas is forced down and they have such an advantageous position to land more shots and wrap up the game. And without that pickup on Volboom there, this would not have been possible because Vadil had 0 materials and he managed to get around 60 builds out of that. So a huge pickup there, enabling him to have enough materials to get through the endgame, and obviously also the bandage bazooka there as well, making him able to use that white heals all the way back up. So that one elimination clutched that victory. Так, пока Гладкий идет, то отнесу тарелку, то она нам не мешает. Сейчас подойду, пацаны. Guys, we're gonna get back into these games, but don't forget, we talked about there's 4 other heats happening at the same time as this. So what we're gonna do is actually check in with heat number 2, take a look at their standings, and see what is going on over there. Currently, we have Alexa, Milan, and Chapix, a very strong duo coming into heat number 2. After 2 games, they're looking pretty good. 52 points. Once again, do not forget, it is the top 8 trios that will automatically move on to grand finals. Trios that place between 9th and 16th will be put into the wild card match. Yeah, so Chapix at first, Floki at second, and Kinzel at 5th. Is this the qualifiers, or is this just business as usual for these teams? Because they're looking just like they looked every other weekend. We saw even Train H being there overall in 6th. I think in game number 1 they ended up winning. They're at that first place slot. Yes, they dropped down, but they're still in that top 8. You know, and that's what happens. You pick up a big victory royale, 9 eliminations first, and then they obviously go down, I think, to Storm Surge in that second game. 25th place, 0 eliminations, so not a huge game for them, but given the fact that they placed first with 9 eliminations, they clearly Давайте каточку хочу посмотреть. probably continue that throughout the remainder of the games. I think the difference we're seeing from Heat 1 and Heat 2 right now is in Heat 1, the winners of Game 1 are still looking very good in Game 2 and making it to the end. In Heat 2 of EU, it's a little bit more of a toss-up and people are fighting for that top spot. Consistency, though, is still king. Пора базарить. Можно, пожалуйста, каточку. And we'll have to see if consistency plays a factor here in game number 3. Because we're getting ready to jump back out of the Battle Plus, so let's send it over to our casters to take us in. Let's get Так, it. можно пока не базарят посмотреть. Thank you so much, gentlemen, and you can see the blood is in the water, or the loot is in the Что water. там происходит? As the shark exiting the shark, but everyone Так, else наши right now, доцики. besides Thomas and Co, trying to Приучила в claw 0 out of the побед, jaws and into the но top при 8. этом As we'll get another look они на at our первом map here. месте This is match почему-то. number 3 on the day, getting in the halfway point here, the quarter-way point overall, and странно как-то. Но они типа стабильно занимают хорошее место. Так, ну понятно. Наши тут трохи плоховато. Туз летел, так где тут джампсайд, по-моему, играл. Да, улетели. Бля, 3 катки, да, уже? Или что это? А, это 3 поинта. Ебать. 3 поинта, да. Слабовато наши. Ну, басы. Хантер тут на 3-м месте. Ну, нормально, нормально. Так, а где Кирячи тут этот? Ну, в каком лобби Кирячи был? Ой, блядь. 1 поинт.
Ясно. And we've seen it time and time again, mainly for На solos, мусорку. but I deal with somebody who particularly came on my radar during the FNCS Invitational when he was one of the few people to opt into fighting Mongrel time and time again. He fought him in the cash cups. Блять, кирячая еда. 1 поинт за 2 катки. Ну как? Пиздец, это такие... Ох и лагает у них там. Так, такие киберспортсмены и 1 поинт. Ну, что это такое? Я не знаю. Это вообще попуски, попуски. Что-то все играют, да, вот на этой девахе? На Дженнифер. Все на золотой играют. Ну, прикольный скин. Вот золотой, он более-менее прикольный, кстати. Ну, много людей играет прям на этом скине, прям... Зашел, видимо, скинчик людям. Не, ну, она прикольная, да. Золотая, она прикольная. On any given day, an EU trio can kind of rise up and just take the crown at the very end, and that is what we're seeing. А что, их только двое, да? Они потеряли третьего. Печалька. We're just seeing the quality throughout the entire time. We're seeing like the level of play right in front of our eyes right here. Ебать, что с ним? А он на этом эффекте. А, у него челы сдохли 2. Да. И там еще чел. Yeah, I mean, we've seen Sipe and Dizzinho end up on the bad side of trades in the first 2 games, and Akusto just trying to play a little bit of spoiler, and he's gonna get Stylerickson right there. Отвудохал пацана. Converting on that one right away, just a little bit too Ну, сейчас separated. еще двое подойдут. He was going to be able to push forward and find a big 160 shot, but not quite able to convert as Akusto now got 1, got 2. Hello? Hello? Gotta hit all of your shots there. Один хп. Everything. Akusto, another 56. Can he close it up? 1 Ё-моё. HP in a dream. He pops a bandage. Gonna save the chug splashes. Хорош, пацан, красавчик. Блять, он сейчас будет резать. Не дай резнуть, чувак. О, хорош. And try and push in. He's gonna do so right now, but he's still in 1-shot potential from Блять. Akusto. Gonna be able to find it. The ramp О, ну хорош, конечно, он развалил неплохо. Чуть-чуть не хватил. Почему он сплэша не закидал? Дурень. Если бы он закидал сплэша, может быть, он еще и выжил бы. Ой, блин. Печалька, печалька. Хорош, мог бы в соло развалить 3. Неплохо. It's a very strong opportunity. You're gonna have a strange box fight here. Of course, Wild Wednesday had that box fighting tournament, and we're seeing a taste of what box fighting can really do in a tight quarter as we're hearing the Harpoon go out there and Leon, Knight and Боже, да, они сидят в подвале, это вообще бесиво просто. Когда челы так сидят в подвале, это просто забей. No, they're trying to close the gap here, and it's a little bit of centric violence right now, as that was part of Lolboom's trio up there, so that should be Boom & Co. But if you keep a look on the bottom right-hand corner of your map... Это, блядь, нету гренок или еще что-то, сука. Были бы гренки, закидать бы их там нахер в этом подвале, крыс. Boom is all by himself, and all of a sudden it's a 3v3v1 right here on the edge. It's just a matter of time. We're just seeing these third parties, and I mean, in different times in qualifiers, some spots have become hot. Lazy Lake is becoming super hot right now as Legend takes out Low Bloom, the young Irishman taken out quickly in Legend, Cartoon, and Forex. So we see. Блин, какой-то контроллер, прям видно, как двигается. With the Storm Surge showing how dangerous he can be, push them into a bad situation. But it looks like in Game 2, they will turn that around a bit. They have 16 points. In Game 3 is so far a solid start as they're able to pick up the last remnants of that engagement. Hitting up some of those consumables there, coming out of the kitchen, making sure he pops not only his peppers, but all of the shields. Make sure he tosses that one forward there to his teammate, but right as he does, eats a burst shot from the top side of the mountain, so he needs to be a little cautious on this rotation. He does have the bonus speed, which should make it a little bit more efficient now. We're going to cut back on over. You can see
Knight and Co. have a shot over there as we hop on board. Here's iDrop, Vettel, and Stir6 up on top of Sentinel's Да. hill. Another Sentinel's kind of gorgeous gorge in play. Да, кстати, неплохой такой ремейн сейчас. Хотя зона большая, но все равно мало в начале поумирало. Going to see at least a little bit of storm surge pressure coming through here in the next zone. And this trio right here has the highest percentage of points from placement, and nearly 75% going into these heats. So they're very strong, like you mentioned, not kind of take crazy fights. They value positioning. You see them kind of surveying the Sentinel graveyard. And this is a very quiet trio, though. They're right now top 5 going into this match with 27 points. Their average placement is 3rd place with average elims of 11. So looking very dominant, looking very strong. And yeah, I know maybe someone out there saying I have 2 picks, but that is my official pick going into this. Vettel, iDrop, and Stir6 looking great here in game 3. You can see right now a trio who's honestly outperformed my expectations. Так, пацаны, смотрите, я сейчас подойду, пойду малому насыплю похавать сейчас и приду. Caspera, sorry. Пару I минуточек. I was about to make a friendly ghost reference, and then I was like, nope, there's an A on the end. But rocking that Stark Industry rifle right now, trying to turn and get some shots. Also the legendary loadout on Fixie, and they've had just such fantastic loot and positioning the entire game. We've seen them on the high grounds and making it through, and their ability to pressure opponents out just based off of where they're positioning themselves has been honestly really impressive, like that akin of some of the other top trios in these endgame situations. And I wasn't ready for that, as now apparently somebody who wasn't ready for a fight as well getting jumped on. That's Sanji Fishy again, down but not out, getting picked up, yoinked back, thrown into his team. His teammates are going to disengage. They have Tayson, Mitro, and Mongo on the backside of them. Nobody wants to run in between kind of those 2 trios, as now Vadil and Co are a little bit under pressure, and this is going to be a fight. Kind of we talked about it, Vadil versus Mongo, who comes out on top in trios. The most interesting thing as well is I can't imagine the comms for Tayson. I know Mongrel's still here, though. Mongrel is kind of trying to see if he could sneak in some sort of an elim, and I know probably Tayson's trying to pull him back, rein him back, and kind of position him for a better way, and that is the role of a strong in-game leader, to kind of navigate these strong players with their strong confidence and strong egos, because you know every single player, especially a Mongrel and Mitro, understand they could take on anybody. They could fight 1v2, 1v3, it doesn't matter, and Mongrel's literally kind of spearheading this fight against our game 2 winner here, Sundown. Yeah, they're trying to take him down, close the gap right away, but it's Vadil against Mongo. He says, I used to have your number in solos. Well, I got your number here right now, and that's a huge pickup for them as well. Gonna get an upgrade on the mats, get over some excess shields that his teammate is going to be able to pop, get them all up to that 200 threshold in terms of effective HP. Just well done from Vadil, finding a great pick, got the wall at it, got the ramp in. Kuna flipped it right away. That's when you have the ramp and then you flip it backwards to give yourself a right-hand advantage over the enemy. Blasted Mongrel, and then they found the elim, puts him above Storm Surge, and now they're just gonna walk their way to zone. And that was a huge elim, and that's going to put a big dent into Mongrel, Mitro's, and Tayson's ride, because when Mongrel goes down first, they average 29th place. So that's going to be a concern going forward. He is the key to everything that they do. So that is, man, it's just saying, I kind of mentioned, Mongrel likes to be the spearhead right there. He's the one that he's their alpha, for lack of a better word, and when the alpha wolf goes down, now it's up to Tayson and Mitro, and I just know Tayson was just like, hey man, come back, we don't need this fight at this moment. And 2 interesting things here to talk about in Anas's loadout right now. He's not holding an AR, so them being below Storm Surge threshold and him being unable to get tags on these rifting players is very important. But he's holding a rocket launcher right now. Specifically, he's got that spooky version, the pumpkin launcher, coming out. Now, some players are like, what? I thought those were disabled in Arena. No, they do not drop from those henchmen coming through, but rocket launchers have always been in play if you want to go and get those loot sharks. And if you're able to take them out, they have a very low percentage of drop, but if you are able to find them, 1, the value of a rocket launcher is just immense from being able to break and pressure builds, but 2, nobody expects them anymore. People leave open edits and they leave open themselves on low ground all the time. They won't tarp out in front of them, which makes it that much better. But right now, their hopes are basically on Anas hitting a snipe shot here to put them above Storm Surge threshold.
The most dangerous weapon is in play. The odds of finding it are low, and Nas finding that sniper shot that they really needed, and it's showing you the value as well of a sniper in hand. Thomas HG, one of the best snipers in the world, and Nas showing his skill, and that was big because that's going to put Storm Surge back in their favor as now they're over 232 above. But you know, Sundown, they're like, okay, we got this ultimate weapon in our hands. We're going to have to hold on because if they lose it, if they drop it, that means it's going to switch into somebody else's hands and they're going to have this advantage. Alrighty, right now, we've been using the word consistent throughout the entire broadcast, and Thomas HD and Nas and Flick have been the most consistent trio today. And right now you can see Mongrel is back in play over there, so potentially a reboot situation having come out there. His name is on the side. You can see Tayson and Mitro recognizing the fact, hey, we need to get him back up, so good on them there. But we're going to look to see what ends up happening with the high ground play late, because if you get an RPG up onto height, it's incredibly difficult to deal with. Now we're going to hop on board here. Lecce, Mr. Savage, and Benji Fishy right over by the cabin just above the abandoned ghost base. You have kind of that solo house over here. There's plenty of wood available, a little bit of excess metal in here, but you can see they are hurting on materials. The question is, though, how are they doing on that Storm Surge? It is turned off right now, but 0 eliminations, and they haven't really necessarily seen them trading out that many shots. And of course, my question going forward is, what kind of mongrel will we get when we reanimate him? Will it be a very Pet Cemetery type ending? His mongrel gonna go full aggro, or will he understand that he has to kind of dial it back a bit? But someone that has to kick it up to that 11 level is Benji, Savage, and Lecce. They got to turn up here soon, Sundown. And you talked about our most consistent trio so far. They might have bitten off more than they can chew on the edge of zone contention as Morix just got a knock onto Thomas HD. We're actually going to flip the script real quick, and we're going to hop back on board with the story that is Tayson, Mitro, and Mongrel. Mongrel had gotten knocked early on in that circumstance, but you can see right now we were talking about kind of the fight early on between them. Vidal won more than 65% of his fights versus Mongrel in FNCS solos and invitationals. So, hey, I talked about Mongrel getting him back a little bit. Well, at least it wasn't kind of that first little 4-0, 5-0, but still, somebody who's able to go 65-35 against Mongrel in official competition in solos, that's impressive to me. That is a high-skill player, however you want to define it. It's saying a lot, the Clash of the Titans that we're seeing here. This is Heat 1, Day 1, Game 3 out of the 6 of the FNCS trios. We're going to see the top 8 advance. The other heats are happening right now, and we will do our best to keep you up to date on all the developments here on our analyst desk. I am Sancho West alongside Sundown. Thank you all so much for joining in wherever you are from around the world as we're seeing the EU region duke it out to see if they can Так, я тут, пацаны. Сори, что так долго. Of course, that crazy wild card Ничего не game will пропустил. happen, I believe, Чат F? tomorrow. В смысле Whoever's чат in F? get put into that lobby, and Вот вы only a крысы. victory royale will solidify your Сейчас, place короче, into the банки 33rd силиконовые spot, поставил. the 33rd spot, and that's going to be an awesome sight to Чувствую see прям when the какой-то pressure прилив. is at its all-time high. But Tayson almost Какие банки falling down to that gorgeous силиконовые? boards there, Sundown. Yeah, and you need to Никита, make куда sure ты их you поставил? are going Боюсь to drop представить. into that river, you have to land Saturday. completely in the center. If you are not in the center, then you will end up going into the down but not out. And also just a quick little correction there, Sancho. That wild card match, the most intense match with the top 33 trios Никита. didn't qualify through heats, will have one singular opportunity, and it is just the victor who walks away. That will be before the grand finals, the first part of the grand finals cast on Saturday. So you're going to want to make sure you Как он его через стенку убил? О, блин, ну ладно этого. От того, как он убил через стенку. Что-то я не вкурил. Это или баг реплея, или как он его за стенкой там убил. Или это не он убил, а Манграль уже убил там. Что-то я провтыкал. Подожди. Не, он нокнул его. Подожди, как? So you're going to want to make sure you, before the grand finals, the first part of the grand finals cast on Saturday. So you're going to want to make sure before the grand finals, the first part of the grand finals cast on Saturday. So you're going to want to make sure you tune Чего? in.
the Bifrost Heroes Park area. But now we're going to take a look at where is everybody else. I Drop, Veto, and Star6 have been there this entire time. They've been slowly inching their way in. Да, наверное, бахарка для реплея. Там чел был за стенкой, он его убил, я не знаю. У него, наверное, самонаводящийся, знаешь, как в этом? Блин, был такой фильм, там Анджелина Джоли снималась, и чел такой. И чел снимался, который в этот... в Люди Икс вот этот профессор был молодой. Не старый, а молодой. Смотрели этот фильм? Как он типа стрелял, и пуля облетала, типа криво так летела по траектории. Кто видел этот фильм? Еще как его это, блин. Чел нашей снимался. Русский в этом фильме. Он типа с крысой бегал. Типа он научил его этот... Я не видел, я вроде видел. Наший чел это такой известный наший актер. У него там крысы были, он их минировал типа и взрывали. Блин, как же этот фильм называется? Я сейчас не вспомню. Ну, короче, вот Анджелина Джоли и чел профессор Икс, вот это с Людей Икс, молодой, который был. Телепат вот этот был главный. А, пострелял, да, давай, удачи. Кстати, классный фильм. Он там еще своего батю убил. В этом фильме его обманули, рассказали, что это он. Типа какой-то враг там. Вспомнил фильм, но не название. Вот такой победный фильмец, честно. Он был каким-то неудачником, сидел в офисе. Особо опасен? Да, наверное, он так называется. Да, Ярик, может быть. Я просто не помню точно, но по-моему, да, особо опасен. Офигенный фильм, кто не видел, пацаны, посмотрите. Прям пушка. Фильм старый, по-моему, ну староватый уже. Не свежий. Там еще Анджелина Джоли молодая, по-моему. Ну как молодая, там ей лет 30-35. That's the good old dodgeball swing as they take out two. They're going to pick that one up and get all of the bats on that end. I Drop and Star6 well executed. Как челы с золотыми помпами проигрывают? У чела зеленая помпа, он убил, а у чела золотая помпа. И этот... Не знаю. Вроде что-то не лохи уже играют. Вроде тут попроходили уже более-менее сильные челы. Или они на везение здесь прошли. А уже тут не ложки играют. But now someone that is on the outside looking in, looking for that first strong game here in day one. Так, ну Savage пока живет. Все они живут. Это хорошо. О, ну неплохо. Неплохо долетели прям. Ну, Savage, по крайней мере, вообще четенько. Правда, он резко что-то сливает до хера. Ну, а что делать? Ох, и летают все, да? Кузнечики, блядь. Сезон кузнечиков, я не знаю, как это назвать. О, Штормсерч валит, надо два чела, чтобы сдохли. О, сейчас Savage будет бить. Если два чела не умрет, сейчас его начнут колбасить. О, повезло. Набил урон. Хорош. Еще один. Еще одного надо убить срочно. Не, ну у Savage запас есть, нормально. Только что поднял.
the playmaker А, doing было his job, маловато. getting elims for the trio, sitting with 3 elims, and we're all holding on to our breaths here. У кого-то сейчас топинай. О, все? Не? Подожди. Что, 30 надо людей? А, 30 надо, чтобы... Я думал 40. Охренеть. Ледший, ну... Серьезно, контроллер? Ну ты же должен был сразу его убивать. Да. Ну, 2 чела еще умрет, и штор. Все. Все изи. На, получай. Спампы. Ого, что там чел наверху делает? Ты чё там? Ему не стрёмно? Его никто не видит? Капец, он наверху. А что он будет делать, если у него резы закончатся? Мне интересно просто. Если у него нету ничего. Офигеть, чел бегает, посмотрите. Тупо в небе, блядь. Его, походу, никто не видит, блядь. Хорошая позиция. Только если его уронят, то будет ему жопель. Да, Фрида, это еще мало, типа. Это еще мало. 15 челов, это... Мне кажется, в соло, если в соло было, больше бы. Были лейты намного. Все будет дуо скоро, турик. Ну, правда, там не ФНКС, но все равно. Там будут лейты тоже, пипец. А как получить стиль синий на мистик? 10 недель выполнить, Тимурка. Ну, не все, а там этот. Короче, 9-10 недели 10 штук выполнить. Всего их сколько там? 14? А надо выполнить 10. Сегодня же последний финал? Нет, это только... Это финал. И завтра финал, а послезавтра и послезавтра гранд-финал. Так, что у нас тут по таблице? О, их уже догнали чуть-чуть, правильно. Ложки, блядь. Вниз этих уродов. Так. О, Бенджи, смотрите, нормально отыграли каточку, уже поднялись. Хотя разрыв капец. Разрыв жесткий. Где наши? Ну, наши на 21 месте. Плохо, плохо. Капец, что он так долго? Я не знаю, тут какие-то отборы странные идут. Непонятно вообще. Я так и не понял, как они проходят, куда, как. Почему так много, а он долго идет? Я не понял, честно говоря. Fixie and Kaspersa. Over at first though, Reese, Anas, Thomas, HD, and Flick still hold the throne, and I feel like Heat 1's the only place that's happening. Система отбора какая-то странная тут. So far, but you know these guys have played their games very, very well. That last game, you know, not being so consistent despite managing to pick up that rocket launcher earlier on, which you know, a bit rare for the tournaments, but it did happen. So you know, they've been playing very, very good. A little bit less consistency already, like I have said, but still. Great, still holding that first place slot. Over to the next page, 6th to 10th. Remember, it's 8 people who qualify through to the grand finals, so that cutoff is currently 30 points. Yeah, Styler, WK, and their trio. 19 eliminations, the most on this page, rivaled. Ну, вроде в Рише стало куда больше участника, и поэтому больше отбор. Да, не знаю. Мне кажется, он уже совсем поднадоел. Да в смысле поднадоел?
everyone here has a rival. Everyone has one Там team they было want 3 to face, недели whether всего between лишь, first and на second, between выходных Ross and там. Pixie, or И то between мы any of the первую teams on неделю this не next phase, смотрели, вторую и 24, третью 25 посмотрели points 2 race. It раза. is really close in this heat. Я вот третий раз смотрю. Не знаю, пока мне не надоело. Very, very close. In 15th, you know, last game we looked at Lolboom, Nico, and Snowda here. Unfortunately, they didn't end up performing again. I think these guys are contested off spawn because game 1 they went down 28th, and this game they went down 31st. So if these guys can figure out that early game and get that in the next 3 games today and 6 games tomorrow, you know, these guys Я are вообще не making it very far знаю, into челы endgame тут winning teams. So какие-то. I'm looking to see them kind of climb that leaderboards more. Just that early game needs a little Кто bit они more. такие? Откуда они Yeah, I'm вообще agreeing with that взялись? 100% in terms of teams like Blaster Наверное, столько and новых Mexico людей as well. Like, поприходило these guys are как-то. playing okay with Позалетало, 19 фиг total его points, знает 17 total вообще. points, but they're gonna have to find all the mistakes they're making, fix them these next Просто 3 games. It's какие-то very новые crucial, so the лица. next 6 tomorrow are brand new, fresh, played under new plans that get them the most amount of points possible for the top 8. And we can't forget, a lot of these games are going to be within a self-contained meta, right? They're coming from round 3 where they had to play differently, and now they have to come here and swap up. Maybe it's contesting, maybe it's a different drop spot. A lot of factors at play here. Now, guys, we have to... Ебать, этот чел справа на какого-то гуся похож вроде, знаете. А, понятно. Чел тут решил на акуле покататься. Хули, почему бы и нет? Есть, РПГ есть. Oh my god, I can't with these guys. Серьезно? А почему никто не стрелял? Подожди, а почему никто не стрелял с РПГ? Я не видел ни разу. Не, я знаю, что с акулой, но я не думал, что в арене падает РПГ. Ни разу не видел, что кто-то стрелял с РПГ. And as Vadil actually uses the momentum from that fight, from that mid-game engagement to go towards height and the rest of the game, the 9th zone almost that just does lock in. Странно. He just goes on a tear with shockwaves that take down Может, они ее не брали просто? Да не, РПГ не брать. Это бред, по-моему. My goodness. Here's the context though. Fixie at that start of the game was all the way on height. He was letting low ground play however it wanted. It was Zinni. Да падало, просто никто акулы Галактуса не убивал, наверное, толком. РПГ фигня? Да в смысле фигня? Это ресы выбивать, Андрюша, ХГ забирать. Я не знаю. Да, она мало дамажит, но по постройкам-то она неплохо бьет. Ну да, в лейте, мне кажется, неплохо там спамить. Просто, ты шо, не знаю. Да, я тоже думаю, что спамить по постройкам там... Если ты на ХГ в самый низ пулять, представляешь, какой там просто слив игроков будет. Все будут разваливаться, друг друга в коробке падать. Не знаю, в общем. О, тут эта таблица другая пока. Гамбитус, 3-е место. Лохи. Боже, Туз учил тебя, ну бездарь. Все, увольняю тебя, ты уволен. Пошел нахуй. Посрач. Все, больше не мой ученик. Не буду больше тренировать его. Надоело. 3-е место занимает ПКД. Бесит уже. Что мне GeForce ответили, я им под постом написал, лучше чините очереди, они сказали, что чинят. Вау, вот этот ответ, хороший ответ. Шоу-контенту уволил его учитель прямо на стриме. Да, хули. Пусть идет к другому. Ну типа сказали, специалисты делают. Ага. А тут не, прошел. Ну он прошел на 3-м месте. Там же Никита сейчас играет 4 лобби. Типа 4 лобби по 33 сквада. Ну они в своем лобби... какие 5 минут?
What's going on, Fortnite Крысы. fan? Bruce back with another video, and in today's video, I want to Он в cover своем лобби Hype. на третьем We're месте gonna be using пока. Zate, Saf, and Stretch as an example, and one of their games where they picked up a victory royale from qualifier 3 round 3. 5 минут ждать, о, крысуки. Across the 12 games, these guys picked up 4 victory royales, and they hold high in an absolutely Чё так textbook долго? way. So let's dive into that. Firstly, just for super basic, Так и уснуть Hype is можно. the very highest layer Так, of что тут в игре? in endgame. Ничего не This is powerful обновилось? for many reasons. Firstly, because you use the least Эх, ничего не обновилось. the moving zones, you have a ton of angles on players to shoot down on, you have the best opportunities for healing, and you only need to worry about players below you, so you don't have to Ничего. cover your left, right, and above, which you'll have to on low and mid-ground layers. I like to categorize the art Эх, of было playing 6 high тысяч ground баксов, into уже two 4500. categories: claiming and maintaining. Claiming high ground does not start in the end game. It starts much earlier in the Так, mid надо game. оставить, In particular, Zate, Saf, and вроде там Stretch ничего try больше to не take будет high ground выходить as из early as the нового. third zone. Но во вторник обнова, посмотрим, что во вторник добавят. Во вторник будут какие-то скины новые, слитые или нет. В общем, доживем, посмотрим. А так надо оставить на призрачного гонщика, на человека-муравья. Еще какой-то третий скин будет, да? Ну, не знаю, успею насобирать, нет. Посмотрим. Тыква еще. Да тыква, он такой себе. Я не думаю, что его стоит разыгрывать. Тыкву, Аркель. Типа смысл от этой тыквы? Я думаю, он немногим нравится, эта тыква. Там, если пару человек он зайдет, то нормально. А так, я думаю, все захотят скинчик, типа Человек-муравей, призрачный гонщик, типа... Ну, призрачный гонщик, конечно, трохи толстоватый, но не знаю. Zate hits a beautiful snipe on one of the opposing players at the opposite height. So this is an immediate flag that our team should now just go and grab that height, because these guys are going to be on the defensive, trying to pick up the res on this teammate, and aren't going to be focusing on maintaining that high ground. What Zate does is he actually shockwaves over to another layer of builds and then builds out into the zone to create a different area of high ground. Then, once this is solidified, Saf and Stretch both then come over onto this high ground, and then Zate actually goes over to the other layer of high ground where he sniped the player and builds up here. This is exactly the same thing we saw in the third zone, where they've claimed two separate... Мне из всех, которые сливали, ни один не понравился. Ну, бывает. ...for any other team to take high ground at this point. So in the fifth zone, these guys have this completely locked down. At this point, because these guys have claimed two separate layers of high ground, it doesn't matter which way the zone pulls, as these guys already have claimed all of the high ground layers. In all honesty, this is the hardest part done. These guys have good materials still left, and now they just need to ensure that they maintain height all the way through the moving zones. The main threat that they have is players using their shockwave grenades to fly up and take height from them. So the way that they defend against this is by having one player on what we call ultimate high ground. In this game, in the first few moving zones, this is Zate. He stays up 3 or 4 layers above to ensure if anyone shockwaves up, he doesn't get knocked out. This allows him to spray any players at contesting and really take control of that high ground. Да, чел полетал, проверяй. Понимаю. У меня не получается тоннели строить, те, которые стена, пол и боком лестница. Так надо тренировать. Я тоже не умею. А что там был буга? Это какой? Это что? Это показывают этот Америку? Это старое или что? Или мне показалось буга? По-моему, там был буга, не? Аркель, я тоже не умею. А вон буга, да. Тут надо тренировать, идти в творку. Что там, звук есть, а? А я все возможные постройки умею. Да, Никита вообще, да. На язык все умеет.
Welcome back to the FNCS. We are Кликс вроде Европа, но там буга был стопудово. Как-то, я не знаю. And EU, I cannot be more excited, and I know what you guys want. You guys want some more games. Don't worry, we'll be back here as soon as the game is done to break it all down. But for Если бы заходил, то возможно за мной сейчас наблюдали бы. Ну да. Понимаю. Thank you so much, Zeke, and we're gonna hop right on board here. Так это уже четвертая катка или что? My name's Sundown, joined here by Sancho West as we head into matches 4, 5, and 6 of Europe here in heat number 1. Уже где-то 19 челов сдохло, но нам почему-то не показали. Will be all over now because we did have a little bit of that break. We're hopping in midway through. This is zone number 1 closing right now, Sancho. And we've taken a look at the mini map. You see that it's going to be a very centralized zone as 1 and 4 kind of go center and center, and already zone 1 has revealed itself dead center of the island. Не, ну Буга играет на Америке, Кликс. Он точно играет на этом? На Европе. Как они вместе играли тогда? Что-то я не понял. Already second place here in day 1 of Heat 1. Just taking a look at their overall performance as reset. Наверное, Кликс на Америке играет. Ну, я не знаю, как они вместе играли тогда. They're doing this by just getting to end game and surviving. Just finding your space. That's what Battle Royale is all about. Кликс на Америке? Ну да, я думаю, да. That top 3 is so loaded with them, and the fact that they're averaging inside of that means they're always getting that little extra slice of the pie. You know, it's that one little fat piece that was right there, and you're like, yeah, that one's a little bit bigger. Maybe it's got a little more icing, or like, at least for me, it was like I was always the one. It was like it's not looking for where the name is; it's where like whatever the decoration was, the most dense of the icing on there. That's what I was all about. It's like, give me that slice. They've been getting that in terms of the placement, and it's been making up for it. However, as we've noted before, with those consistent teams who don't necessarily have that elimination potential, one game slipping up can end up costing them so much. So да при чем тут майнит? Они пришли, наверное, с Дума. That's kind of a red flag. Already we're seeing red flags with Savage, Lechi. Аркель, ты что, не видишь, что уже зона смещается? Just at 9th place at the moment, so it's not full DEFCON 5 type. Ой, боже, сет, конечно, да. Понимаю. Манграль. Ясно. Сет такая помойка просто. I mean, he's just the kid is freaking good. He is good at Fortnite. He is good at pressuring other people. He is good at eliminating them. There is no part of еще обертка какая-то тупорылая. Bad at when it comes to mechanics. The weakness when it comes to Mongrel happens to end up being the overplaying the aggression stuff that comes from mental. Where if he gets knocked out early a couple of times, it can really affect his game. We saw that back in Season X with the MMB trio, Mitro, Mongrel, and Benji, when they got ambushed over there. Блин, ну почему всем так нравится этот джазл? Почему все киберспортсмены играют на нем? Я не понимаю, честно. Storm Surge is going to tick on, but these guys no worries about it as they've already wiped a trio up here. Mongrel sitting on a pair of Elims and Mitro with the other. Mongrel has 6 shockwaves in his inventory. We saw Savage with 6 as well in this match and the previous one, as they're going to go ahead and convoy roll out together using those awesome Tony Stark whiplashes. The mock proving it to actually. По-моему, это тупо, что тачка с такой высоты падает и хп даже не теряет. Бред какой-то. Обертка вроде День Мидаса, да без разницы. Она просто не подходит под сет вообще. Вообще у него сет какой-то дебильный. Вот там еще сзади них какие-то челы тоже на тачке или что?
Mitra Mongo in the back one of the Mark 51s there as it reads on the license plate. Actually taking a little bit of fire, and that one's going to get popped. Cost Mongo a little bit. Минус of shields, тачка. but they should have more than enough utility. Tayson Боже, даже still тачка wheeled down лагает. right now, and they're going to see how long they can at least keep one of those cars up. Да не только тачка. Ё-моё, реплей лагает. Drop that one off, say this is drawing way too much attention as we pull over to the Sentinel graveyard yet again. And we're going to see another finish at the Sentinel as we're seeing another little mini engagement that kind of happens here in this tunnel. We mentioned this earlier in the broadcast, how it's something where people set up ambushes and you can just see how congested it can be in tight quarter. And all the box fighting skills come into play as Попил. is getting Попил, проверяй. Look at the mini map there. Ой, да. Two triangles of trios looking into this direction, trying to pop as many shots into these fresh У меня сет на карася. Карась обычный, сосулька, зонтик обычный, серый. И обертка мириады. Помойка, как по мне. Interesting to see how he uses those peppermints to his advantage because they kind of work as peppers. But now we're taking a look as Deja Vu, Карась и сосулька. Серый зонтик и обертка мириады. Вообще ничего общего нету. Yeah, they'll have one more center rotation. По-моему. Zone does come out, but as of now, sitting absolutely pretty. They'll have plenty of Ой, shots. блин, как его Very умаститься. steep drop off toward the backside of this one. You can already see Поудобнее это. teams who are going to be forced to rotate. Considering they're only 115 above the storm surge on the right side, 6 players need to go down. They're in a spot where, ooh, not only can they вроде find some tags, умастился. they're going to find some elims. And as they talked about it, keeping an eye on the top left corner, микро Jason поближе. got a knock О. onto Ziny. Mitro confirms that over. So that Сосулька whole по trio цвету идет. Интересно, где and там averaging цвет a top карася и third, сосульки or top 3 places the entire подходящий. time, has now had one of their members Я go где-то down. что-то How well упустил. can they play in a 2v3 situation, and can they recover? As Stursix, Vettel, and co are finally going to be able to tick that one over. That's Lawboom also getting picked up there. So that trio being completely cleaned up. Stursix, Vettel, and Idra, this is where they know these rotations very well. If you take a look at their VOD reviews and all those kinds of things, or replays, they kind of navigate this area using the rips as much as possible to get the center, and they just have a fundamental way of just Разве он голубой? working together, beaming together. Разве он не желтый? Pick up a lot of early to mid game elims as much as possible, and now we're going to see into somebody who just squeaked their way into this, qualifying just in the last week 3. Coming in at number 15, I believe, a 7-tour free В смысле карась голубой? Я забыл, какой карась? People that come in at the very end, those last trios, this last solo or duo comes in at that last spot, could walk away and get the whole championship. And I'm taking a look at where they're kind of. А, у него этот, одежда голубая, да? Я понял. Я уже забыл, не помню. Ну ладно, фиг с ним. This is an opportunity. The good thing is they got 12 games to work with. Я на карася сет такой, карась обычный, его кирка, его дель, след от падения рыбки, из БП 13 сезона и обертка слюрп. Нормаль. Ну, его кирка, его дель, это вообще имба. Полный сет, так сказать. Полный сет прикольно. Cleaned up, so that trio just down to one solo member now as Link and Artur continuing to put some pressure on the backside Storm, also playing a little bit of a benefactor there. Кирка и дельтик у него прикольная. Просто я уже наигрался на этом сете. А так я раньше играл. Неплохо. Over here on the side, good confirmation from Link, but no Siphon coming through because that wasn't his down. Naleon, however, just gets pre-fired almost. Аркель Нубас. О, Фримак. Тор, Линк тут. They should have a decent number of maps, so well executed, and even going to opt to burn a shockwave to just say, hey, I'm not taking any excess storm damage here. Давайте, пацаны, я вас верю. Харе тупить. Я люблю полные сеты, я тоже люблю, но если подходящие. Если реально подходит. Потому что бывают такие сеты, они выпускают. Такая фигня. Типа вон как с этим было. С красным, сорви голова, я не докупал сет. Потому что ну такое себе. Кирки, дельтики. Кирки, дельтик, помойка.
Да, согласен. Вис. У меня еще нету карася. Я знаю, что он мне быстро надоест. Ты не покупал карася в ордер? Мне не нравится кирка карася, а дальт нормальный. Блин, ну не знаю. Ну это же на любителя, ребят. Да не, кирка у него нормальная, Тимур. Я не знаю, что тебе не заходит. Ты просто не играл с ней, серьезно. Если бы ты поиграл бы, ты передумал бы. Отвечай, я тоже сначала думал, что кирка и дельт помойка. Потом купил, поиграл, понял, что офигенно. As soon as this zone closes in 30 seconds, they're going to start taking that 25 damage every 10 seconds, and they need to find not only a full a knock here, but also a conversion if they want to get outside of it. Already getting a 60 tag to kind of close in on it a little bit, but the pressure being put on them now as the Nos is knocked, and they're losing valuable time when they should be getting aggressive to try and stick a revive. And you can see Thomas is going to have to pull off of that here in a second because that storm surge is. Две селедки, это разве от него? Это не от другого карася какая-то и шла селедка. Я просто уже не помню. Ну, раньше не было этих селедок. Точно. Да, от него. Ну, две селедки эти фигня, да, согласен. Они какие-то помойные. Thomas again puts the team on his back. Everyone hop in the backpack that is Gamma's Thomas HD, arguably the strongest player in the world right now, as he puts the team in there and gives them a primary position. We're going to hop over there, Vadil and co. Cleaning up a clean little 3v3 there. Я понял, но раньше же вис не было этих селедок. Раньше была только обычная кирка его с башмаком. Добавили в 12 сезоне, по-моему. Карась не выходит с августа месяца. Да, мне пофиг на того карася. Я, по-моему, на карасе в этой главе вообще не играл. На обычном. So strong showing from Thomas HD, showing the prowess of having storm surge right on their back, breathing down their neck. Точно не вспомню, но, по-моему, даже не играл. Confident players, these egos want to walk away with that #1 spot here and day one. Mongol Mitro Tayson looking really strong with 5 E limbs, and you mentioned it, everybody is staying as high as possible, as if the water is running. Блин, как его маститься, так спина болит. Да уж, мне тогда повезло. Еду на море, выходит карась. Ну, я тебе обещал, что я подарю карася. Ты не хотел, в итоге, видишь? Все-таки судьба свела тебя и карася. Over a mountain, not through the woods and not quite across a river, but Grandma's house is right on the other side, and you can see everyone is beginning to tarp towards that side because nobody had the priority position, and you have a ways to go. And here they go, they're coming around the mountain as they go, trying to find that. Ой, я не знаю, Тимур, я, допустим, не люблю море, поэтому такое себе радование. Уже 3 этих. 4 бегает этих, как его, забыл этого Доина зовут. Хер пойми, где свой, где не. Здорово, Макс. Трэвис Скотт, во, вспомнил. Помню, как в 2019 ждал карася на Воркапе. Касание меня сегодня в творке. Ну-ка, это я говорю, халявное ХП. Ползают на полу и все угорали. Скотыняка, да. Скотыняка. Он, наверное, чтоб услышал, как его называют, бы прозрел бы. Скотыняка.
shockwave and he finds the one hit. Mitro ends Пипец. up picking up a Nos with a little bit of help from Tyson there. Тайсон, Good конечно. 1-2 combo from two of the best to do it. Ебошит The second не elimination по-детски, gives them блядь. access to the high ground. And now what will the top trio do Правильно, with it? тиммейта my goodness, the Томаса в 1-2 помойку, в мусорку. haymaker out of nowhere, knocking out our #1 spot right then and there, and the fight for maintaining height is on. It's just a matter of time. And then we mentioned the analyst desk. They Засмотрелся на елку, упал. Their prowess, their aim, whatever you want to call it, Вот так is кто-то so в зоне strong. сдох. It's gonna go Два. down outside the Два mountain. чела в зоне, This is gonna be помянем. dangerous, because they're going to resource a lot of that. It's going to be expended here just to hold high as much as possible. And we're taking a look here at Tyson. Mitro Блять, gets это another Томас healer. кого-то So all убил these там. double amplified Еще bullets are gonna hit кого-то those убил. Вы headshots рофлите, and блять. give them the necessary Убейте damage that этого, they need. блять, Here's a уебана. nice trio split, and we're seeing him all so aggressive, trying to stop everybody from contesting them at height. All you hear Бывает, is the sound of Дубич. ARs, the blop, 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 Я тоже and частенько anybody who под чей-то comes up стрим засыпаю. instantly gets sent Бывает. right back down, but they're doing it in the down but not out position with mats raining from the sky as well. Nothing is scarier than when these three lords of Europe are just raining shots down on you. Как по мне, если ты на чем-то стриме засыпаешь, значит тебе уютно. Уютно и спокойно. Что ты в такой атмосфере расслабляешься и засыпаешь. Ну, по крайней мере, у меня такая ассоциация, не знаю. Просто елка такая красивая была, вот засмотрелся, споткнулся и сломал себе все, что можно. Да. Я засыпаю телека, но я могу пялиться в телек, не заснуть. In a barrel, and they're just shooting down anybody that's contesting and racking up elims. This is the pop-off game that we were all knew that they were due, and they're doing it right here in front of us. Tyson with an extreme tracking. Я могу такое, знаете, состояние сидишь, у тебя вырубает прям. А потом такой, знаешь, типа, пошел лег, включил телек, типа, чтобы не так скучно было, типа, спать. И все. И ты не можешь заснуть. Просто лежишь ни в одном глазу. Tyson now is on the ground. He's been sent down below alongside with Mongrel. Mitro picks up star 6. It's a 3v1. It's a matter of moments. And yes, it is О, наконец-то они выиграли. Хорош. Huge game. I'm talking big dog E game. 19 elims. Cam. Oh my goodness. The pop. Хорош. All the alarms are set. Надеюсь, скинули этих долбоёбов. Да, наконец-то. Крысы. Да, ух, какое-то отставание. 10-е место. И первое, блин. 60 поинтов. Это невозможно догнать. Просто никак. Такой разрыв в очках. Вот взять 6-е, да? И первое. 50 поинтов разрыв. Капец. Прям, ну, очень много. Как по мне, разрыв идет. Еще даже 5-е место, да? 26 поинтов. Это надо топ-1 взять, чтобы догнать. Типа, возможно, но очень тяжело. To just have the ultimate control. Like at that point, they weren't even Ну, playing. Тимур, кому что, да. Тимуру сразу... We're playing some other game, and you're gonna have to come play the game we want to play. В общем, не буду дальше озвучивать. Еще проснулся весь в слюнях. Насчет атмосферы согласен, но еще под стримы легко засыпать, потому что надо что-то, чтобы говорило, пока ты засыпаешь, и как выключишь, так нифига. Да, согласен. Я тоже в основном, типа, засыпаю это. Типа, если выключу телек и буду лежать, я не засну. А под какой-то там сериал, стрим, фильм, можно спокойно вырубиться и спать. Пол сервера развалишь, и у тебя 50 поинтов. Легко сказать, Аркель. А сделать, реализовать это очень тяжело.
didn't have the game that they really needed. The games before that have been very, very consistent. Честно, я уже Because так they're not устал picking up these базарить. big eliminations, Вроде я no там one недолго game, there's стримлю. so many points. It's gonna put them behind А a little bit уже... here. But a pop-off we did see there was Cartoon, Florex, and Legends. They played very, very well that game, getting up to 3rd place with 5 elims. Really, really good. These guys' consistent placements have been very, very good as well. But again, it's the same kind of thing. Not able to Меня get these наоборот big напрягает, когда elimination кто-то games, so говорит, they're и я kind of уснуть sitting не around могу. that 6th place at the minute. Странно. Каждому свое. Ё-моё, я сейчас ем хлеб, который давали в саду с маслом. Что, ты его хранил 10 лет, Тимур, хлеб, или чё? Хотя просто совпадение. Не знаю. Пацаны, Тимур хранил хлеб 10 лет, который ему еще в садик давали. И теперь решил его прихавать. 6 more tomorrow. It's top 8 qualify through. So any of these teams that we've just looked Такой at в плесени. qualify, no problem at all. But they really need to kind of start picking up the slack on these other few games that they've got coming up. And we've seen in the past weeks, right? Да, Like, вес. you don't show up that well on day Тимурка one, or have an молодец. instant performance, but then day 2, full stop, you're just full sending it over and finding yourself in the top 8. Now, again, Эй, it's only побазали the про top сон, 8 that что-то we меня pushed on through. начало в сон Trying to клонить. make it in there because you don't want to have to go to wild card. You don't want to have Так, to еще have две one катки, shot, да, у нас? or it's a nothing, right? Or all or nothing. Now, guys, talk to me Да, about this last game. Да, еще because две катки. I just can't Как believe the показывают, amount of 3. high ground control these guys had. They had eliminations, they had high ground, and they just walked Как the street так? and figured it out. Они не залетели в одну катку или что? Уже у кого-то 5. Уже кто-то сдох. А как так? Они что, в одну катку не залетели? И при этом на 5-м месте? Серьезно? Прикол. Вы или меня не поняли, или вы рофлите? А что я должен был понять? Я, кстати, базари тоже, если устаю, то это все. Губы буквально не имеют, что ли. Я еще начинаю картавить очень сильно и путаться в словах, буквах, короче, бывает. Видимо, у бомжа... Видимо, у бомжа Сашки из 3-й группы отобрал. Чё? Тимур, как ты написал, я так и понял. Come on, guys. Come on. This is proof right here. You see what is happening. You see what is going on right now. But it's the usual their setup is just having taste. Может быть, это ты неправильно написал. And then Metro is a little bit further behind. And this creates the pinch where Tayson can spray the roofs and the other two can spray all the walls. And Я его не хранит. every single shot hits. Потому что ты рахит. Ема, я сейчас ем хлеб, который давали в саду с маслом. Что? Я должен был непонятно прочитать. Я понял. Ты сейчас ешь хлеб, который тебе в садике давали. Let's see what's going on in that heat. Remember, we have 4 heats kind of going on all Странно, at the same time. Тимур. We're tuning into heat number 1. These are the games we're watching. Now in heat number 4, though, you've got Sapphic, Siberia Jakey. Согласен, Ордер, ну а чё? О, смотрите, наши на первом месте, красавчики просто. Боже, им походу этот или прет наконец-то, или там сервер ботов. Хотя Эндрета вроде он неплохо играет. А, тут и Фьюрик. О, так тут 2 лобби наших попалось. Неплохо, неплохо. Молодцы, ребятки. Блин, как же я восхищаюсь игрой киберспортсмена. Heat 4 is a little bit more inconsistent. There's more pop-out plays going on. I think everything Режим, я такое говно ложусь в 5 ночи, просыпаюсь 12 дня. У меня такой же режим. Только раньше просыпаюсь. And now we get closer to grand finals, closer to seeing what that top 1% looks like.
I am just so excited. It is such an honor to be here alongside these two incredible gentlemen. And of course, you know what time it is though. More action, more games. Let's send it back over to our casters to prep us here on the battle bus. Everyone, buckle up. It's time to put your seats in the upright position and buckle in. Game 5 here with an unbelievable Game 4. I am Sancho West. Пацан, что ты там забыл на маяке? А ну текай туда. Вот там еще показывает этот. Запад, север, восток. Я что-то не помню, чтобы на маяке была эта фигня. Прикольно. Ложусь в начале первого, встаю 9:30. Yeah, we've had 4 pretty central zones, 4 of them ending relatively towards the Sentinel area, and then 1 in upstate New York. But right now, a little bit more breathing room for those on the western side. But the western side of the map is already pretty packed, as we saw kind of in the southwest. There's already a number of teams over at Fortnite. Уже золотая помпа выпала. Синяя эмка, золотая помпа, 3 банки, 4 миника. Где они находят такой лут, я не знаю. Uncontested Stark Industry, Mongol Taste of Dimitro, they're going to loot up, they're going to get the best loot in the game, make sure they have maximum everything, and they're going to go hunting. And we're seeing them almost getting that golden 20 elim game, just 1 elim away for putting everybody in the highlight reel. As I mentioned, they put everybody in a barrel. У меня почти такой же режим. Yes, you could get height. Yes, you could hold it. You could get the victory royale. But if you could kind of bonus that up with some max elims, you're going to set yourself up for success. And they're currently sitting right now. Режим дебильный, скажу, честно. And Thomas HD. Now we're taking a look at another team that's sitting in our top 10. This is 200, 200, 200. Styler and W Key with 43 points. Right now, they came in to average about 13 plays, so at least they're getting the plays. But what is kind of separating them is their 5 elims. Я когда-то помню, в компьютер залипал, по 3 суток не спал. Помню, куплю себе штуки, там 4-5 баночек пол-литровых Берна. Еще курил тогда, типа, 2 пачки сигарет, 4 банки Берна. И тупо, блядь, 2-3 дня вообще, блядь, без сна. Тупо залипалово. Или помню в Call of Duty, блядь, тупо, блядь, сел за 1 присест, прошел всю игру. Или играл в этот. Забыл, как эта игра называется. Короче, типа дальнобойщик, возишь всякую фигню. Помню, как залип, это пипец просто. Просто не мог оторваться. Alright, 3 shockwaves used in total as everyone. We're just going to go to the skies right away. That's Serenity's Akusta. We saw him with a fantastic effort early on, and now he's going to shockwave back out of the fight. So this one's going to be dubbed the Clown Fiesta. Let's cue the circus music. Sancho, what do you got going on? I'm just sitting here enjoying the popcorn, getting myself my candy apple. I'm just waiting for the rest of the школьники Тимур и Аркель стопудово будут подкаблучниками в жизни. Без обид, пацаны. We're sitting so close to the halfway point. At this point, these trios have been colliding every single time. Запомните мои слова. Я помню, 2 дня не спал, потом как вырубило. Меня кто разводить не мог, родители думали, что я откис. Проспал 12 часов, проснулся уставшим. Бля, обидно. Чё? Обычно люди, которые вот, типа, там график соблюдают, принципиально ложиться в такое время. Обычно вырастают немножко
in this fight. Dezinho generally ends up being kind of right after that or the last one holding out. But they've now won this fight, I believe, 3 out of the 5 Обычно, ну games. вы поняли. So adding in another 3 eliminations there, that's going to push them that much farther ahead. And for the teams who are Чё они не looking at the поднимают? bubble, yes, if you're not getting those massive placement А, points, то those чужой. early Блин. eliminations and winning those trio Я wipes понял. are so huge. But now we're on board here. We talked about him getting going. Ё-моё, Savage легче Benji первый and сделал Lecce were килл, able to чем climb up Savage a и little bit Benji. there. And now we're seeing some Понимаю. more aggression out of them as Lecce picks up an Elam here and they look to close out the 2. Я если хочу спать, ложусь, ко мне не подходит подкаблучник. Ты ложишься в одно и то же время. В 12 часов ночи, Тимур. It's just a matter of moment. We've seen this push before that Benji, Lecce, and Savage tend to make. They go up north quickly, and these are the outside fights that we're always going to see one trio be the aggressive, knowing that Я сегодня могу хоть в 3 часа ночи спать. Да мне очень пацаны. Пофигу. Anytime you land on a POI, you kind of go after the scavenger routes, knowing that you have stronger weapons to deal with. And here's another reoccurring fight they've been watching here in Lazy Lake. Нормально, Андрюша, он в 2 часа ложится. Будь закаленный. Когда вырастет, будет в баре тёлочек цеплять, а вы будете идти домой спать. Тимур с Аркелем. Придут в клуб такой: ой, блядь, уже 12, это ж спать пора. Андрюша такой: о, 2 часа, тёлочки уже наготове. Изи, иди сюда. Ну и пух, пойду спать. Ну понятно, все ясно. Больше вопросов не имею. Сразу видно, кто гей. Don't know if I agree with that game plan. I feel like if you're contested on a scavenger route and it's not necessarily a top trio, you either go find another clean scavenger route because you're already playing. А что ты, Тимур, ставишь скобочку? Не понимаю. But as we talk about it now, we're going to hop on board here with MCK and his trio. Teammates Richard Slat, and MCK, currently in 7th, are making their first Heats appearance ever. So on pace right now to be making those grand finals, running a route just Пушка робота Старка, так она классная. Кто сказал, что не нравится? Пушка Старка имбовая. And the difference from a scavenger route and POI is to kind of break that down a little bit. Не, в основном родаки постоянно. Не, ну понятно. Вы же еще в детском садике. Кашку едите, молочные зубы. Я не могу противостоять своему организму, если буду противостоять, то наврежу. Чем ты ему навредишь? И будет бобо. Ой, ясно. Тимур. 50 points. That's going to be a strong performance. That's put them into our top 6 currently. And they have the tools. They got the shockwave. My concern going in is the power weapons. And that it was sometimes taking a scavenger route leads you. Повис то же самое я могу. Хоть до 2 сидеть, но родаки спать заставляют. Что, они у вас над душой сидят? Или вы в одной комнате с родаками спите? Не понимаю, у тебя что? Мать сидит возле тебя, возле кровати? Тех людей, которые как только им 18 стукает, я порой и раньше, идут бухать и зачастую наркоту еще пробуют. Был у меня друг, который так вот бухал, а потом проснулся с инсультом. Дубич, какой у тебя там друг нахуй в 13 лет бухал и проснулся с инсультом? Я не понимаю. Я что-то не понял. В 13 лет у тебя друг, который проснулся с инсультом. Что вы несете?
in 21st. So now Kaspersa getting taken down. That's going to probably force the Danish trio further down the lane. друг был, ой. And they're slipping. They were sitting in the top 3 outside of it. It's just showing you the spotlight that once you're kind of popping off, all our competitors have access to the leaderboard. They'll take a look at it and they'll see like, okay, who is this trio? What are they doing? Are they playing passive? Because we all pointed out that they're just getting a lot of their points through placement and not even. Они просто типа я бывает ору, и мама агрится, типа она меня заставляет. В смысле, а что ты орешь? В 12 часов ночи. Now they're just Mongrel and Tayson Не понимаю. figured something out before, considering they're now in first place. But now they have to figure out how they're gonna go be ahead and Кто орет в 12 часов on ночи? their strong leaderboard position, and they have to do that without Mitro. Oh, that's super unfortunate. Играю и бомбит. Так не играй. Тогда. Very unfortunate, but don't forget it is all online competition happening at Или играй просто тихо. So there are instances where Странно. that will happen, and I'm more than confident in those players' abilities to clutch up in the situation. But somebody who needs to be clutching up or their tournament lives are on the line, and not necessarily a situation they're used to being in right now. Savage, Benji, and Если бы я знал, что у меня будут прессовать, ложиться спать, я бы тихо играл бы. О, кустик. Имба. Боже, он не попал. Like a fish by Mr. Benji Fishy himself. The shots come out. Him and Lechi 1-2 punch Эх, помянем чела. sent back right there, and there's not an arrow in sight. His teammates are those green arrows on the right hand side. They are nowhere close. So Nikeva А чё он один тут бегал, я не понял. down by the shipping crates. Странно. Лол, у многих моих друзей с родителями такой уговор. Они ночью не орут, но могут играть. Да у меня малый, он может и играть, и орать. Как? Ну, когда он вообще орет, то да, могу на него поорать, а так, типа, сидит себе, играет, сока влезет. Ну, конечно, я стараюсь пораньше все равно, чтобы он ложился. Ну, в 2 часа он обычно ложится, типа. Я перед тем, как магазин снимать, ставим ему линзы, он ложится, а я иду снимать магаз и тоже иду спать. Right, as soon as you start getting dropped down, it becomes that much more difficult. Now we're gonna hop on board here for Strokey, Kylie, and Vidil, setting up a shockwave, trying to get as far center. Когда магаз до 3 был, то до 3. Типа в 2:30 малый ложился. Я не напрягаю его. Типа никогда не понимал, чтобы напрягать. Ого. 3 наркомана, пацаны. Clean rotation right there. Only one shockwave, one bouncer, and they're looking very mighty nice, sitting very close to the center. Блин, какой-то сегодня день скучный. Да. Not use that much material. If they would have separated, you would have seen them kind of use up a lot, but they kind of get on their foot. They walked right to the center. Nice simple base, and as well as they kind of have some natural. Что-то значащее добич там было. Слово какое-то не пропустило сообщение. Или много символов. Now you talk about seeing as much as possible as we zoom back on in Mongrel Tayson. Nice little bit of real estate, nobody necessarily around them right now. Приятного, Визик. Snappy, Wakey, and Co. Some of you have been a little bit quiet. The Godsend trio haven't necessarily had the performance we're used to seeing out of them as of late. They're over there on the side. You can see J-Guy, Serenity, Swaps, and Versa there. So now we're going to pan on. Ну, типа заставлять не надо, я могу только влезть. Сидеть, бля, такой человек, который быстро. Блять. Быстро встанет и захочет спать. Я прошлый Новый год в 3 часа ночи лег от того, что сон клыл.
Сань, что будет прикольного, если Артур уроки делает, а Пати не поиграет? Саня, что будет прикольного, если Артур уроки делает, Пати не поиграем в кошмары? Ничего не понял, Тимур. Короче, у меня не так, как у всех. Я хоть мешаю, хоть не мешаю. Если спалят, заберут и накажут. Еще я в лечуху ёбнут. Ну, бывает разное. But I think more importantly is they're going to play the position game knowing that they want to hold on as much as possible considering they're a duo and not a trio. Тимур, ничего не понимаю. Down there, the last member of that trio, and we talked about the slide and the potential for it with those consistent based top teams. Да ты что топишь? Я имею в виду турик скучный. Турнир скучно смотреть. Я думал, будет веселее. Ой, Тимур, ты чем слушаешь? And now you're seeing the competitors already, they're in this congested area here. When they happen in Так а что сегодня никого не было, никто не хотел играть, кроме вируса. Я имею в виду день, скучный, типа этот день. Мы ж смотрим. Я же тебе сказал, в общем, сегодня день такой скучный был, капец. These little hills can tend to create mountainous problems for our trios here. That is the job of the in-game leaders, the ones that kind of navigate, the kind of lead. Откуда я знаю, Аркель? Его сегодня не было, видишь? Вчера базарили с ним, что он придет, будем играть. Его нету. Ну. Looks like Storm Surge is up in 265 above, so they're looking good. 14 players have to go down before the Storm Surge is over. And, you know, on these rotations, Sundown, a lot of players tend to go down because it gets so chaotic. And these mobility rotations are not as clean as the launchpad days. Сегодня никто не хотел играть. Можно было поиграть в арену пойти. А так типа... The box-to-box aggression is coming out driven by that Storm Surge. It's now going to start pressuring some of those players. 14 players are above and under that surge threshold right now, but Kira and Co finding a pair of eliminations. They're pushing themselves even further above. We see the half in, half out did pull to the eastern side, so only 2 trios nearby. Everyone else going to have quite a bit of a trek. Не знаю. Вис. Его же не было сегодня, без понятия. And you're seeing iDrop as well on the low ground. That trio sticking together hip to hip. Can Kyra Karma and not Хотя ВК сидел он по КД, не знаю. Ну, по крайней мере, писала, что он заходил там в ВК. На протяжении дня постоянно. This is the kind of ones that we highlighted in the package, and they have not slipped off. We highlighted. Потому что орбита не умеет играть. They're not shriveling away. They are here, and they're doing really well here in Heat 1, Day 1, Sundown. And they were just 10 damage above that Storm Surge threshold, but able to find a huge knock there, putting them comfortably. Аркель, он где-то что-то делает, он... Я говорю, орбита не умеет вообще мыслить в игре. Он просто делает все наобум. И так его и убили. Он пошел, полез как-то. Пошел пушить, его убили, наверное, с пистолета, и он сгорел. Only one member left in that trio left to play as we transition into those full moving circles. And what we mean by that is the safe zone now every single time is going to pull completely out of the previous one as we're going to be headed south for zone number 6. Блестка, помните скинчик? На нем еще кто-то играет. Не, ну блестка мне золотая нравилась, но не черная вот эта вот. Этот стиль такой себе у меня. Но золотой прикольный мне. Больше всего прикалывал.
Didn't get any eyes there, no beams, so they're looking good. Now that they get together as much as possible, as there was an enemy build between Tayson and Mongrel. Now Mongrel is all of a sudden the chaos of all these crash pads and shockwaves has now they're separated, but Mongrel is more capable of being alone, and there it is. Tayson kind of pulls him Мы с Андрюшей, Пати и Орбитой играли. Андрюша ушел, мы с Орбитой до пошли. Я не знаю, как вы играете с Орбитой в Арену. Ну не знаю, с ним типа тяжело играть. Честно, очень тяжело играть с ним. Постоянно какую-то дичь делает. Kind of in that grassy little field there. So Anas got caught with his builds out, just holding edits in his hand, being like, why can't I edit a cone in front of me? Well, Mongrel with the key piece control, using it so aggressively, then editing open and then putting that AR aim to work. He's going to get dropped down again. Him and Tayson still separated, but he has more than enough tools to go play Lone Ranger. He's going to double back with him. Вот так вот кого имел в виду Орбита, когда мне в Стиме писал, что тиммейт даун. Вроде бы надо бы... Ясно. Понимаю. Oh my goodness, Mongrel is going for heights solo, not afraid and pays the price though. The aggression from Mongrel going for Да я порофлил, мы в кошмары играли. Я за Теги его убил, и он обиделся. Ясно. Ебать, все уже на другую тему общаются. Один Тимур пытается что-то там доказать. Боже. Ой. Тимур. Виспалил контору, да. Ого, Вис, ты еще с Орбитой в Стиме переписываешься там. Понимаю. Друга нашел. Of zone, just trying to rain down whatever shots you can. You can see you also have Exponential and Astro over there on the side. Wakey just to the side, trying to put pressure on top of him. But right now, Savage is forcing out the one challenge. They're not enough layers where they're away from the utility, but they should be more than safe as Vettel converts on another elimination. 11 players remaining, but only 5 trios left as they see him on the backside of the zone, and they're trying to clean it up. Zone's going to double back, and we have our top 4 and inside our top 10 now. 9 up, and everyone is just looking to get into the top 3. Again, bonus placement points. Тут меня задрачивают с пиратами этими. Да удали его, заблочь, и все. Right now, the story is Height winning out yet again. Currently sitting on 10 eliminations. Can they make it more as Savage, Lecce, and Benji try to close out the game? And that's a huge shot on Takira, making a 2-point swing there as he goes down. iDrop gets separated and taking it out. It's a 3v2v1 Benji and Co. against Stursex and Vital. While you have давайте, Бенджи, давайте уже выиграйте карточку. Пора, ребятки, давайте. Я вас верю. Вас трое. Там челы в зоне бегают. А, ну понятно. Ща не там сдохнет чел. Что он делает? Еба... Куда он бежит? Это что, специально типа килл мне отдать? Ну и толку, шо у тебя там рыб... Ну... Что он делает? Боже... Он ёбнутый? Куда он бежал? Это специально, чтобы не дать килл. Понимаете? Пиздец, просто конченая, блядь. 38-point match is going to rocket them up the top. Vettel with a little bit of a misplay on the shockwave timing there. However, Benji is the benefactor of that with the VR. Absolutely dope, gentlemen. It's been a great day for the Fortnite. We're now complete with game number 5. And I think there's a lot of stuff that I want to talk about here, but I feel like the standings themselves will kind of paint the full picture. Obviously, we see the trio finally pick up their VR here on the first day. Вот он сегодня сам полез на челиков других. В итоге нас потопили, и он ливнул. Да я говорю, с орбитой играть это просто забей, типа. Он уруинит всем катки. О, хорош.
Блин, как эти бомжи. О, Бенджи, смотрите, как хорошо догнал. Yeah, their average placement so far is 2.75. Боже, челы, походу, в катку не залетели, прикиньте. Если бы они залетели в катку, у них, они сейчас были на первом месте. Они за 4 катки набрали 100 поинтов. У них 4 игры показывают. Они в одну игру не сыграли почему-то. Видимо, у кого-то были траблы. Кто-то вылетел, там, ну, что-то, и они не залетели. Жесть, обидно. Так он один в троих не вывезет. Тут все ясно как бы. А килл и дополнительно даст, поэтому он решил в зоне. Ну, это как девочка, знаешь, Дубич. А мало ли, может быть, он убил бы всех. Ну, и не знаю, просто, что ему тут один ПТС? А он мог кого-то вырубить, убить. И поднять, наоборот, ПТС. Ну, такое, я не знаю. Off moment here in games number 4-5, but it's still looking really nice with that one victory royale. Still looking really nice for that 2-day overall format. Over here from 11th to 15th. Потом в Дискорде пирата официальном с рандомами русскими пошли играть, в итоге он ливнул и сказал, что не хочет с даунами играть. Вот он хотел на форт поплыть, а мы заданки выполнять. Он разнылся. Ясно. Чё удивляться от орбиты, блядь? Hey, even if we don't understand names or names, we're going to be seeing throughout all the heats. Remember, there are 4 that are going on that we might not recognize even though they're readable, right? There's so many players who are now kind of getting their story really. Наконец-то через 4 дня 1 час уберут кошмару. Да, Тимур. И сможем нормально играть. Наконец-то опять. Будем разрывать паблик. Мне мозг лечился своей сюжеткой каждый день. Ты что, его не можешь послать или что? Если ты не хочешь играть с ним. Или ты боишься. Да все равно, Дубиш, сражайся как мужик до последнего. Но если он баба, решил съебаться на рыбе, типа там что-то хилится, ну это его проблема. Ну девочка, хули. Его посылало раз 5 уже, так игнорь, просто не играй с ними, и все. Я так скучаю по Пати старому. Ну, пацаны, тут осталось чуть-чуть, ждите. Так все равно, смотри, ему килл засчитался. Он его прокоцал. Все равно он умер, Дубич. Все равно он сдох и килл засчитало. Типа смысл какой? Stay safe together and then stay alive in the end game. That is the Benji Savage Dutchy classic we're seeing in the heat so far. Ну так пойди на фарме. Ресови, накрафти ловушек. Меня постоянно называют руиной. При учете того, что он АФКшит, постоянно связывается с другими челиками битву и настопит. Боже, я бы не играл бы с ним. Аркель, он убегал в зону. Он бежал не к ним, а наоборот от них бежал. Ты шо? Ты как смотришь стрим? Он наоборот убегал от них и рыбу ел. I don't want to say like adversity in these last few games, but it's very challenging. The competition is just taking that much higher of a step up in difficulty. Yeah, I mean, okay, if we're looking at the leaderboards right now, you're saying that it might not be as solid. You're absolutely right. Так, последняя каточка.
it's more liquidy, right? Like any team from those 2 back pages can get a good win and then jump up, and then there's more chaos. Another contender. So we got to be really careful and still play our hearts out if we're playing as these trios in EU. Oh man, Shy, I'm getting word. It's time for the Последняя игра. И можно идти отдыхать. So let's send it over to our casters one last time to wrap things up here in EU. Take it away, casters. Thank you so much, gentlemen. And as they just said, Блин, уговариваю маму сделать карту. На нее она отказывается наотрез. Ongoing, and we'll have 6 more matches tomorrow for these trios to try Тем. and push in to the Не top понимаю. 8. My name is Sundown, joined here by Sancho West, Почему who так? will be taking you through the last minute Чертежей action. ловушек нету, они не падают вообще. A little bit of Одна momentum лишь heading вспышка into that фиолетовая half of есть the и все. And one of the things to bring up here, А все Sundown, командиры is the уже top на 8 фул advanced вкачаны, и forces. я Take a мощь look at the качнуть top не 8. могу. Out of the 8 И ловушек trios that are нету. there, only 3 of them have not Так gotten вытащи the с victory этого. royale, you know? It's just showing you how powerful the victory royale is here in this. С книги коллекций. Victory royale would pretty much solidify your chance of getting into that top 8. More than 55% of Benji's elims are within an AR compared to the EU average of 38%. So Benji choosing to fight with the distance, but I think that's just more about in-game situations, considering that once you take height, you're just beaming everybody down below, Sundown. Well, I'm also interested on whether or not that's from just particularly this FNCS or all of the FNCS, because I would say this FNCS in particular, he hasn't gotten into late games as much as he Не знаю, probably вон should Никита have Кулек, compared to по-моему, a вообще lot с of the other телефона EU players. оплачивает They've спонсорку без historically карты. pretty much kept out of it and scoring lower points, so Просто you can get тупо those с opportunities to телефона. have as many as those box-to-box big eliminations, but you can see here now, Savage actually taking a Были бы они в книге little bit коллекций. Ты шо гонишь, Дубич? Обычные ловушки есть в книге коллекций. Ты рофлишь или что? Ты сейчас на приколе? More than enough utility across this domain to be able to work that back on. Yeah, you can't mess with the heroes, the Marvel heroes and villains that are out there, scattered about the entire map. I am still crossing fingers for Wolverine to rein his head, to show up and cause some chaos. Of course, this is Что? day 1 of Heat 1, game 6. We still have Что another тебе 6 мешает games to go. изучить чертеж? Проект ловушек 1500 и 100 легендарного преобразователя. Что тебе мешает изучить чертеж? Даже синий. Синий можно пойти купить в магазин вот этой вот помойки. Синий. И спокойно... Чё за отмазки, пацаны? Там генераторы синие на изи будут убивать. В планке. I think otherwise most of the time they've been practicing towards here, and I think in particular for this heat it makes sense. I think the one benefit for Misty is that if you aren't aggressively contested, if people are Чтоб понимали, вирус играет по 7 часов в день, и скилл не поднимается, мне бы столько играть. О, колечко, пацаны, смотрите, колечко. Анальное кольцо Тимура. And the tour for our top of the board continues as Flick and Nos and Gamma Gaming's Thomas HD. Может, он делает херню? Да он вообще ничего не делает, по-моему. Он от балды бегает там просто в творке и все. Мне кажется, даже не старается. Tипа просто от фонаря. This is when the zone goes into your backyard. We already seen Mongrel and Mitro kind of take advantage of that. And it's so interesting to see this right Давай, here, Никита, right now. спокойной ночи. Sweaty Sands becoming a hot spot considering the success that 4ZR's trios had in our qualifiers. And we see Kaspersa, Zini, and Flixie. They're doing their best to try to stop the slide that they're having right now. They were in the top 3, and they're slowly sliding down into that danger bubble area. And they're in the 6
place. Хороший аргумент, Андрюша. They're like 10 places away from slipping out of the top 8, like 10 points. Сегодня угорал с вируса, он. Они вдвоем вздыхают, а я один не попадаю или падаю. Вирус такой, ну как? А, ну Аркель, капец. Вдвоем вздыхает. С кем ты играл, Аркель? All of that storm surge, it's something we've talked about. Have to min max when you're given the ability to, because we've seen Ебать, Аркель, вирус. Кто же третий? A little bit of room to breathe. That's so far the first point they have scored since their elimination 3 games ago. So I mean, they need to kind of step it up a little bit if they want to stay onto that top 8 pace. Тимур? Particularly once we get into the games tomorrow. That's where all the pressure lies. Я с вирусом и сенсеем против Тимура и Андрюш. Что за сенсей? Сенсей, Саня? Кто такой сенсей? Кто это вообще? Где вы его нашли-то? And to kind of reflect that stat into other sports, that's like saying if, you know, LeBron James gets a triple-double in any of his games, the most likely his Андрюша друг? win. I'm not quite sure what's the kind of analogy for across the pond there. You might want to help me out there, Sundown. I would say if Messi scores a brace, then Barcelona probably wins in 90+% of their games. There you go. For a brace, for those of you who don't know, that's Чате Сенсей 10. Это твой друг, Андрюша? Because I promise you, if Messi scores a hat trick, they probably win like the stat goes up to like 90+8%. But Mongo very close to that Messi-esque feeling in Fortnite, the one who, no matter what the tables are, whether it's the solo, В реале или просто в игре, типа? huge clutch he did there, or those mid-ground kind of runs he does in those monumentous. Это он тебя фоткал на лавочке или нет? Momentum rolling, and he's kind of feeling himself, and he has that confidence. He is straight up potentially the most dangerous and skilled player in Fortnite. But now we're gonna hop back on board here. Benji, Lechi, and Savage, they're going hunting again, but Да он фоткал. Сука, дай ему в следующий раз ляща, блядь. Чтоб делал нормальные фотографии. Допрос от Сани. В смысле, что я такого допрашиваю это? С ноги я видел, у тебя там размер ноги нормальный. Наверное, 42-й, да? We know every trio out here has those pop-off moments, and we're all twiddling our thumbs. I mean, Shia was scared, and he was saying he was nervous. I was scared. 44-й, ебать. Калоша я ебу. На, получил. Chill. We got this, bro. We got this. And Nikeva just got absolutely worked. Granted, Benji used the shockwave to get over to the other side. 44-й, ебать. Nope, not even going to bother to shake down Nikeva. They said, we know where you are. Not going for the max damage, but Benji got over to the У other меня side. 40-й, пацаны, размер. Ну, у меня нога не очень большая. I'm not even sure Nikeva knew he was there, so just completely taken advantage of. But now Toby and his partner are going to be forced back here. A little bit of gatekeeping action going on, trying to use hard mats and going up into Savage, but you're not going to win that build. Ебать в этом Honestly, this seems like a у вас ласты там, я птеродактили, блядь. But Toby eating shots now. Caxi trying to get over, get into the zone, and offer his partner whatever reprieve he can. But they're already using hard mats to get in there. He eats back to back to back headshots from Savage in the high ground. But Savage, ты gets что? brought down by Toby, but no. А почему? Зачем он упал, разбился? Ебать Довин. У меня у бати 45-й, 46-й. Да это пиздец. Я не знаю. Такая ласта, я не знаю, как ходить. А обувь? Еще надо найти, блядь, такого размера обувь нормальную.
we're still in the rising action, all right? We got Yeah, plenty to yeah. go on. We're not at the haven't hit Act climax, 3 not yet. quite the No. denouement. No, No, we got time. They're there. And like we time. said, traditionally, they're a little bit of that slow starter. They're that novel you kind of got to chew into. They're that horror movie where you don't really kind of get that first jump scare or that first peek of the villain until you're like 15 minutes in, but then when he really Чела ends up дамажит, getting in there, ему you're like, oh, this was worth просто waiting. похеру, You know едет what? дальше. These guys are scary once they finally show Пиздец, up боже, on как the так big можно screen. But играть? Another trio who has been scary from moment one. This is no delay in terms of the jump scares. They're right in the horror villain behind the door, and it's a Nos, and he's in your box, he's in your closet, he's jumping in there, and he's sending you back to lobby. Nurix is gonna enjoy the Меня rest батя с of дядей his Хоббитом day. называет, типа я ростом From метр that шестьдесят пять. You're getting me scared. Примерно I know пока что, Halloween а нога just this большая. weekend, but you literally gave me goosebumps talking about the villains. Это не Хоббит, and all это the Чебурашка, monsters блядь, out there. какой-то. And we're talking about some of the biggest monsters, and you think that you may have beaten them, you Чебуратор. think that you get the day's win, but you always gotta double Черкель. Benji, Lechi, and Savage, because they're always gonna come back up, and they're always gonna fight to the last moments here. No matter when it happens, it is happening right here and right now, and they're trying to turn it up here in Game 6. Дубич, ты наркоман? Скажи, пожалуйста. Сань, сколько ты ростом? Метр семьдесят. Well, it's the same thing, and particularly if you're contested at Dooms, Ну, every может, уже single метр week, you're not really worrying about 69 и either winning 9. the fight in your Все-таки уже orbit, 37 лет. you're losing the fight in Ноги your стираются back in the со lobby, временем. or you're fighting each other so much that you both have gone back and forth and you're not in it. Now all of a sudden they realize, hey, we need to loot right away and then sprint north at one of these two teams who are doing scavenger routes and take our advantage there. Now all of a sudden, once they're able to execute on the game plan, it takes one game for them to know the fact they have to do that. It takes maybe 2 or 3 games for them to kind of actually get that going. But then all of a sudden, Game 5 victory royale, and now Game 6 sitting on 5 elims already and hunting for number 6. And this Вообще, я же говорю, у меня метр семьдесят. Вот это обычная вода, Тимур. Сушняк просто базаришь постоянно. Обычная вода с-под крана. Набрал в бутылку с соской такой, знаете, типа, я не знаю. Такие, типа, ну, бутылки с-под минералки. И там, типа, как соска. Она закрывается, открывается. Ну, не как соска, я не знаю, как объяснить. Это была ловушка Дубича. Прочитаю это людям. Сейчас приходится моргать самим и дышать. Насчет языка редко случается. Не знаю. Фигня. Ордер, тебе что, нема чем заняться? Щиты кому-то проходить? Метр семьдесят и 80 много, а люди до хера попец высокие, что стол. Не, метр семьдесят это не высокий. Тем более я еще из-за того, что у меня спина, типа, я постоянно хожу согнутый. Ну, типа, не то, что там согнутый, как бабка старая. Ну, типа, я не могу ровно долго ходить. Стоять, ходить, у меня начинает болеть позвоночник. И я чуть-чуть, знаешь, типа, сгорбленный. Ну, в общем, кому это надо? А ну окей. Так за лишняя помощь. Так а тебе зачем это, не понимаю? Так ты еще, Дубич, вырастешь. Тебе только 13 лет. Как бы, не? Скин доктора такая имба. Ну, он прикольный, да. Лин кого-то убил. Мы уже, короче, не турик смотрим, а просто пиздим про какую-то хуйню. Ну, пиздец, крыса конченая на Томасе. Ой, блядь. Ну, мув хороший был, мне понравился. Это было просто
That was just Просто, plain блядь, 200 IQ. nasty. Nasty, all capitalized. Maybe an extra, a couple Y's at the end of it, but Мы Savage еще lets все you know обсуждаем how to go только. on without Benji, as he just Мне gets также put in the часов highlight 5 reel. могу He ровно just gets ходить, а потом video хребет posted. болит. Here comes the impressions. Oh my goodness. Thomas HD Я, and наверное, Trio. пойду спать завтра. Так, Тимур, мы сейчас досмотрим катку и все. Давай уже оставайся с нами, сейчас досмотрим катку и пойдем все вместе. Or Instagrams, whatever you want to post in the social medias, but now the lobby focuses on, we're showing the dangers of a vehicle push right there, rotation, but now we're seeing Mongrel, Mitro now all together have a nice metal base. Тут осталось 5 Flying минут. over, we see Caffey's trios kind of set up here with Hardfine's trio, kind of set up a Не, ну nice пацаны, balance, согласитесь, but, что some мув был array, крутой. as Типа zone они 4 сделали goes четко. north and more than expected. Ну, Бенджи сам виноват, что не чекал сзади. И был один в этот момент. И пипец чел гарпуном, да? Типа гарпун поломал. Типа гарпун сразу поломал деревянную постройку. И со снайперки, ну. Вот если б не было... Если бы это была не деревянная металлическая постройка, может быть, Бенджи выжил бы. Вот была ошибка. If the moving zone ends up pulling directly towards that outer edge, they're going to have a huge advantage. And actually, Пойду после стрима испытания выполнять. over one of those moving edges. So that fifth zone is potentially going to be very key as to dictating the pace of this endgame. What a slick rotation. Правда, во всех школах у нас каникулы 2 недели, а в нашей школе 1. Как так? Что за дискриминация визов? And there's something powerful about a good old crouch as Astro though goes down to some explosiveness. Most likely that was a car that caused that. Так Андрюше вроде 14, он уже постарше. Hold on to that natural terrain, but I like that rotation. No doubt that's going to be the ones that the monster D faces would love to break down, and how simple and clean that was. And those are the kind of rotations that could set you up for a great end game. As we're seeing Tayson, Mongrel, and Mitro getting set up for a strong. Да вообще крысы. Виз крысы, капец. Type of rotations you need if you want to survive the horror movie. You can't be the one sprinting into the basement. You can't be the one straight through the cornfield. No, make sure you get around the outside. Ранил мои break the чувства, perimeter. да. Don't go Согласен. into that unlit room by yourself because you'll never know when you run into a monster like Mongrel, like Tayson, like Mitro, hanging out on the high ground, or like at the end of one. Согласен, Виз. And boom, the priority zone for the Предлагаю взорвать школу. pulls directly on top of their base here. So the question is, the team across from them, can they hold them off? Who will end up winning the high ground? That's Sammy, Dennis, and Kajui right now opposite, and they're just going to build right on top of them. That's the aggression coming out from Mongrel saying, if you want this high ground, you're going to have to take it away from me. И шо, мне 14, а я до сих пор думаю 13. После Дэр еще долго привыкаю к 14. Ну да, такое бывает, ощущение. Через пару месяцев проходит. Ты уже начинаешь осознавать, что тебе уже все реально больше, чем есть. Да у тебя там в пиратах порох есть? Возьми пороха. Тайсон упал, не разбился, понимаю. 3 аптеки, найс. Лейтик 49. Митро аптеку. Точно, вот на занятие после стрима загрузите, заказать взрывчатку или как сделать ее самому. Кого-то убили? Да, печально. В последней катке убили Бенджи так тупо как-то.
building forward. The W key is on, trying to get in the boxes, trying to rain them down because they know they're able to win out from height. And this is a 3v2 and make it a 3v1 as Micho gets the quick edit, triangle edit from behind the box. Что за чел? With a flick shot, taking it down, and now it's all Anas, Thomas, and Flick to ride out the rest of the game. They have high ground, they have priority on the zone. We're about into placement. Рыбалка, какая рыбалка? 46 Ты о players чем? up in the final game of the day here in EU. Wow, and they get all the material resources from those eliminations looking really strong. They have the height endurance to maintain, and now it's textbook. Now it's time to beam. And they're В беседе я не видел, не знаю. Мне брат падла обещал еще полгода назад вейп купить, потому что мой старый сломал, по итогу не купил ничего. Так еще и денег занял и не вернул. Еще и съехал, конечно же, от родителей своими. Какой тебе вейп в 13 лет? Не рановато, нет? Смотри, эта писька так и не вырастет. Вырастешь девочкой потом. Да-да, расскажи, в 13 лет она там выросла, блядь. Будешь одноклассникам рассказывать. О, Фримак умер. This is such a highlight game for Thomas and Nas and Flick, already taking out the big names. They're proving to the rest of the world and us here on the broadcast booth that they are big names as well. And they're doing it in such great fashion with some nice fundamental plays. And now they're just beaming, making sure that no one comes up to them, making sure that everyone still feels the pressure. Now the elevation goes up, so all the people on the low ground are going to have to switch layers as much as possible. And that's just going to put Thomas and Nas and Flick in a better position. Курение для даунов, сразу говорю. Кто курит, тот долбоёб по жизни. Я таким был тоже. Но я вовремя осознал, ну как вовремя, в 34 года, получается, осознал все-таки. Никогда не советую никому курить. Если вы начали курить, вы тупой долбоёб, извиняюсь. Понты, не понты, общество, не общество, вообще насрать. Будут вас там, ой, фу, ты не куришь, ты не с нашей тусовки. Это значит дауны. С такими нельзя дружить. We're into our top 10 now here in the final game of EU, and it's all Flick, Anas, and Thomas HD as they just open up the lead, open up the floodgates, and let the points come pouring in. And they're opening up a big can of E-limbs, going to it right here, right now. They pretty much told everybody, not so fast. We're going to have a great performance in what I labeled the nightmare before grands. One of the most dangerous heats put together. So many big names, so many decorated champions here fighting here today. As Flick gets some nice tags, he's going to go ahead and retreat. But that doesn't worry because Thomas and Anas have pretty much a strong position. And now Flick goes all the way to the Артём приезжал на выходные. Тоже курит, пришел где-то, блядь, полунабуханный. Мамка на него наорала. Мне типа в принципе пофигу. У него есть родители, пусть занимаются ним сами. Ну типа, что я могу сказать-то? Хотя уже 17 лет. Я уже тоже в 17 лет, пацаны, бухал, курил. Даже раньше, поэтому, ну я не знаю. Но если бы я мог сейчас прожить жизнь по-другому,
Я бы ее прожил бы точно по-другому. Already sitting on 13 eliminations. Can they make it a 15 victory royale after the first one? Anas. Боже, эти дауны сейчас опять выиграют. And all of a sudden, he's down, and now Thomas, can he find the 1v2? There's the one, but he hits the bouncer that his teammate has thrown down. He has to find the Siphon. The Siphon will give him the HP lead. He has it, but the opponent turned out a shot. He doesn't have the lead. Thomas has to find a shot, and his opponent knows that. His opponent ran away. And Thomas HD and Co. with the 14 E-list. Тварь ебаная, сдохни. Фу, я рад, что эта помойка сдохла. Сука, они все равно ебать на первом месте, блядь. Ой, бля. Я не знаю. Все равно на первом месте. But we're already seeing the stories kind of unfold in front of us here, and seeing that Benji was able to get in that top 8, and this is just the close of day 1 Sundown. Энергетики люблю пить, но не очень много, 2 баночки в день. А, то есть ты 2 баночки в день, пацаны. Смотрите, пацаны, энергетик стоит недешево, по-моему, гривен 20 как минимум. Он пьет 2 баночки в день. То есть это 40 гривен, да? Но 18 гривен на спонсорку раз в месяц он зажал. А, ну понимаю, да, понимаю. А, 30 гривен стоит. А, ну да, окей. Ясно. Ну, ясно. Понимаю. Согласен, Ордер. Лучше Пепси бахнуть. А, я тебе еще должен на блюдечке принести, Аркет. They did. Michael keeping his name as Michael, not looking like to change it after Monster D-Face gives him a little bit of smoke on Twitter. But they're currently in 9th. Flick and Thomas HD really popped off that game. 14 eliminations in second. Obviously, they're still way ahead. I think Flick was having some internet issues, and that may be why you saw him fall down from high ground and knock himself. And then, you know, that bouncer play where they both just flew. Да, Тимур, ничего не будет сердцу, не чеши ерунды. Если ты не болеешь на сердце, ничего не будет. Even the best, sometimes you just make a mistake. Yeah, we're looking at the top 8 right now. Mistakes or big plays, regardless. We have an entire days of games to kind of break down after this and during this final segment. But вот так вот и живем, пацаны. Страна жлобов. Вообще все люди жлобы. Эх, понимаю. Никогда не будьте жадными, ребята. Добро всегда возвращается обратно. Если вы будете жадными, скупыми, это к вам повернется всегда жопой. Я сейчас сдохну, честно, у меня уже в голове каша из-за этого режима. Я максимум пью пока колу с кофеином. Энергетики не терплю. Колу с кофеином? А нафига? Если ты хочешь кофеина, выпей чая крепкого. Там содержание в чае кофеина запредельное. Не знаю, как можно колу пить с кофеином. Честно. Какая-то фигня. Кола с кофеином вообще говно. У меня всегда на карте 49 рублей на спонсорку. У меня раз такое было сейчас. Что проморгал. Я тоже энергетики ненавижу. Не, ну я не оформляю платные подписки, потому что я жид. Еврейская душа вечно не позволяет, но еще карты нету. А Казахстан номера нигде не... Номера нигде не котируются. Это было в желании, пацаны. Всегда можно было бы найти. По-любому. Ладно, я пошел спать. Упаковывают в кровать. Ну, давай, Тимур.
Детское время уже началось. Не знаю, есть там какая-то кока-кола имба вообще с кофеином, не знаю. Не пил, без дуплей. Ладно, пацаны, я пошел отдыхать, короче. Фух, давайте до завтра, короче, всем спокойной ночи. Как обычно, завтра в 5 часов по Украине, в 6 по МСК. 2 часика поиграем, потом посмотрим турик. Ну, не знаю. Может, и не будем завтра смотреть, пропустим. В общем, посмотрим, как пойдет. Потому что как-то скучно. Я думаю, гранд-финал уже будет интересно смотреть. Там уже будет месиво. А сейчас пока такое себе. В общем, ладно, ребят. Давайте, всем спокойной ночи, до завтра. Удачи в школе, там, где там, что. Все, я пошел. Всем ББ. Всем пока.